Ну что, взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Всем привет, друзья, это Шум, прямой эфир. Всем большое спасибо, что присоединяетесь. Давайте-ка пошумим сегодня, 19 числа, в эту пионерскую зорьку. Нет, до зари не будем, конечно, но тем не менее есть что обсудить и сегодня. Всем большое спасибо еще раз и в который раз, что играете в города. Шум начинается именно с игры в города. Почему? Ну, во-первых, потому что мы должны понимать, где слышно шум, а во-вторых, и я в этом очень и очень убежден, это вам так нравится, поэтому начнем именно с этого. Кто откуда, друзья? Пожалуйста. Значит, Прага на месте, можем начинать. Всем доброго вечера. Привет и вам тоже большой, конечно же. С нами Ура, Белгородская область шумит. Привет из Пензы. Пенза, привет. Это просто замечательно, что вы пришли, обсуждаете уже здесь, просите, давайте заводить шарманку Семипалатинск. Привет. Привет вам большой. Это прекрасно. Значит, добрый вечер из Берлина. Спасибо большое. Значит, всем огромное спасибо за то, что мы вместе. Макеевка шумит, Таганрог на связи. Также Елабуга, Татарстан. Отлично. С нами Запорожье. Шумит. Курган тоже, Орел. Киев, Воронеж, Минск, город-герой. Началось. Кто-то говорит, да, началось. Так, ну, не заканчивалось, друзья, если так честно посмотреть на все происходящее. Чернигов. Так, Шейла. Называется Шейла, что знакомая. Слушайте, песня какая-то такая была, по-моему, в 90-х. Значит, так, да, Кривой Рог. Абакан, ох ты, привет в Абакан. Москва на связи, привет, Москва, Фрайбург, Киев, Киев-Дарница. Это отдельный Киев, Киев-Дарница. Почему? Потому что на левом берегу, конечно, и там слышно шум. Португалия, Тавира. Всем привет, привет и вам. Дания на связи. Дуйсбург на месте. Ну так, дуем, друзья, по нашему шуму в Дуйсбурге. Привет, в Уфу, Ирландия, Корк. Витебск на связи, из Пскова привет. Также из Флориды, Сыктывкар на связи. Так, в Киев шумит и приветствует, там дождь. О да, и в Одессе ливень, и в Киеве ливень, и как всегда ливневки не работают. Так а кто их будет чистить, правда? Кличко, что ли, сам лично? Да, нет. Екатеринбург, привет, Ашкелон, Израиль. Слуцк слушает, отлично. Значит, вопрос сегодняшнего дня ввиду как бы даты вот такой. Давайте просто посмотрим who is who нашей замечательной аудитории из чата, которая сейчас играет в города. Поэтому загляните, пожалуйста, и проголосуйте в чат трансляции онлайн. Вы вообще были пионером? И варианты ответов. Они в основном, конечно, такие возрастные, но где-то есть и географический один. Значит, да, я застал. Нет, только октябренком. Или вообще нет, то есть и не октябренком, не пионером. Или еще такой вариант, я из другой страны, да, как бы я географически не застал этого всего. То есть у нас такого не было. Даже там, то есть не по возрасту, если смотреть, поэтому голосуйте. Вроде как варианты все учли, но спасибо большое, что уже начинаете голосовать. Мурманск, привет. Крым, Судак шумит. Да-да-да, Днепр с вами. Привет из Граца. В Грац тоже хороший такой привет. Это Австрия, да, по-моему. Салам из Алматы. Так, пионеры, комсомолец сейчас в Наарии. Отлично. Серпухов. Рада видеть и слышать. Галина, мы вас тоже рады видеть и слышать. Бескудникова. Шумит Москва. Отлично. Сочи, там, где темные ночи, и был полноценным пионером, говорит Иван. Павлоград на связи. Знаете, есть такие неполноценные пионеры. Это типа октября-то, по возрасту не дошли. Так, привет из Швальбаха. Привет вам туда. Атлантида булькает. Да, Севастополь, Бердянск. Катовица на связи. Морское, Крым шумит. Нидерланды. Привет из Щецина. Привет вам, друзья. Спасибо огромное за то, что мы вместе. Пожалуйста, как всегда, традиционно всех призываю поставить отметку, геометку в комментариях, если смотрите в записи. Знаю, очень много смотрят в записи. Шум не успевает по часовым поясам и так далее. В вопросе не проголосуйте, конечно, но тем не менее, откуда вы? Напишите. Давайте начнем, друзья. И начать я предлагаю сегодня с максимально серьезной темы и серьезной ноты. Давайте немножко вот погрузимся в то, что с нами происходит. Значит, во-первых, да, вчера ядерные учения белорусско-российские, ну, там, российско-белорусские, все-таки ядерное оружие
российская, да, хоть там с ключами непонятно, понятно, что это все равно как бы московское решение будет там нажимать кнопку или нет. Ну, Лукашенко там твердил периодически, что он сам может принимать тоже это решение. Короче, они совместно тренируются. Сегодня также ядерное учение на другом конце большой необъятной России у Путина. И вот эти ядерные учения, они абсолютно совпали с, ну, такой грозой над Прибалтикой. Ну, некоторые обижаются, мы не Прибалтика, мы там страны Балтии. Не обижайтесь, я по старинке говорю, никого не хочу обидеть. Вот все-таки, да, то есть над прибалтийскими странами, в общем-то, пронеслась буря и эмоций. Но за ней стоит нечто большее. И вот это большее очень классно в подкасте американец Скотт Риттер раскрыл. Давайте вот погрузимся сразу в этот анализ, в курс дела, что к чему. Украинцы обстреливают жилые дома в Москве. Беспокоит ли это Путина? Путина не беспокоит жилые дома в Москве. Такое происходит не впервые. То есть, смотрите, если бы мы с вами были на понятно каком марафоне, мы бы вот Путина не беспокоит. Все, Путина не беспокоит, Гордон. Путина не беспокоит. Он в холодильнике, ну или что-то еще. Но тут важен очень серьезный подтекст, международный и глобальный. Был в Москве. Помнишь Москва-Сити, новый район, похожий на Нью-Йорк? В прошлом эта сверкающая стеклянная башня дважды подвергалась атакам беспилотников. Один раз беспилотник атаковал Кремль. Так что дело не в том, что эти единичные атаки беспилотников могут вывести Владимира Путина из себя. Его выведет из себя тот факт, что Германия, Великобритания, Нидерланды, Дания и другие страны разрабатывают беспилотники, современные беспилотники дальнего радиуса действия, и создают системы наведения, современные системы наведения. Для Илона Маска и других, а также для предоставления разведывательных данных, которые позволяют беспилотникам обходить системы противовоздушной обороны. Россия очень большая страна. Очень сложно создать непрерывную линию интегрированной противовоздушной обороны с перекрывающимися зонами действия. В ней есть бреши, и если у вас есть хорошие разведданные, вы можете проскользнуть через них. Вот. И тут же сразу возникает понятный вопрос, а кто предоставляет разведданные? И опять-таки здесь на самом деле, почему вот с этого, да, мы начинаем? Потому что это же принципиально важный момент. Это очень важный момент, важнее даже, чем вот эта склепанная там на там 1000, 2, 3 какая-нибудь там авиамодель. Давайте так, вот честно, да, понятно, что там сейчас показывают крутые беспилотники, классные системы, но по большому-то счету клепанная на 3D-принтере авиамодель, но она должна пройти, так сказать, по разведпути. И, как вы знаете, Украина запускает сотни таких беспилотников в день, произведенных за пределами Украины, так что процесс их производства невозможно остановить. Они управляются разведкой НАТО и используют немецкие системы наведения. И они начинают оказывать существенное влияние на энергетические мощности России. По некоторым оценкам, от 10 до 20% экспортных мощностей России пострадали от этих новых атак с использованием беспилотников. Но они и раньше наносили удары по объектам нефтяной промышленности. В ноябре прошлого года, когда я был в России, я разговаривал с членом Комитета Госдумы, который занимался защитой энергетической инфраструктуры от атак беспилотников. Он сказал: послушайте, они наносят удары, но это не масштабные атаки. Мы смогли минимизировать ущерб, отремонтировать объекты и вернуть их в строй. Так что, хотя с политической точки зрения это и вызывает неловкость, в целом это не оказывает никакого влияния. Впервые это не просто политически неловко, это начинает оказывать экономическое воздействие, которое приближается к критическому и сопоставимо с природными катаклизмами. Благодаря разведданным, маршрутам, которые прокладывают, да, потому что видят как бы сверху большую страну Россия и, собственно, как к ней можно подойти. Отсюда и страны Балтии, потому что отсюда их, в общем-то, как бы участие в этом всем. Те страны, которым сегодня погрозили пальцем в СВР и сказали: ребята, ну и не Бензя тоже, да, вот на Совбезе говорит, нет, представитель России говорит, мы будем отвечать, мы там найдем варианты ответов. Кто-то, конечно, сочтет это излишне дипломатическими ответами, потому что на самом деле был пример, когда четко, ясно, внятно, даже на фоне общей истерики, но прозвучал четкий месседж. Вы ударите по параду, не будет Банковой. Ну и потом Зеленский опять использовал этот козырь уже после 9 мая позже, совсем недавно, вот на днях, говорит, без Банковой, мне все равно. То есть, да, это очень серьезный момент.
Это важно, потому что до сих пор Владимир Путин как бы сопротивлялся, и у него было много противников как в России, так и за ее пределами, например, Гилберт, Доктор Роу и другие. Но Путину было все равно, он не обращал внимания на критику. Но теперь ситуация изменилась. Экономика страдает, и нужно что-то делать. И вопрос в том, что именно будет сделано. В 2023 году Сергей Караганов, очень влиятельный политолог, написал статью, в которой заявил, что Россия находится в конфликте не только с Украиной, но и с коллективным Западом, НАТО, США, ЕС, и что их стратегическая цель — нанести России стратегическое поражение, то есть физически уничтожить ее. У России нет другого выбора, кроме как нанести упреждающий удар, чтобы уничтожить противника первым. Он сказал, что нам, России, нужно превентивно применить ядерное оружие против Европы. Тогда он заявил, что не верит, что США готовы пожертвовать Бостоном ради Познани, польского города, то есть, что если Россия нанесет удар по Европе, то США не станут отвечать России тем же. Кто знает. Я не хочу проверять эту гипотезу. Но Владимир Путин выступил и сказал: нет, 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 мы не такие. Мы так не поступаем. Но аргумент Караганова был настолько убедительным и вызвал такой резонанс, что в 2024 году Путин был вынужден привлечь Караганова к работе. Кремль поручил Караганову пересмотреть и переосмыслить стратегическую концепцию сдерживания России. И в 2025 году, в прошлом году, Россия опубликовала новую ядерную доктрину, в которой говорилось: если ядерные державы, например, США, НАТО, Франция, Великобритания, предоставят неядерной державе, например, Украине, средства для нанесения конвенциональных ударов. Например, беспилотники дальнего радиуса действия, которые угрожают стратегической безопасности России. Ну, тут же всегда можно отмазаться, да? Ну, то как бы, ну, смотрите, ну, это же мы не предоставляем, мы совместно производим. Ну, то есть деньги, кредит для кого? Для Украины. А за эти деньги мы там покупаем площади, вот эти все заводики, пароходики. Это не то, это не подпадает под концепцию. То есть вариант для маневра всегда есть, но на самом-то деле разговор идет сейчас очень серьезный, доктринальный. Например, если они нанесут удар по российским нефтедобывающим предприятиям или объектам оборонной промышленности, то Россия будет вправе нанести упреждающий ядерный удар. Украина буквально перешла красную черту, которую провела Россия, и в этом виноваты европейцы и пассивность США. И сегодня этот вопрос активно обсуждается. Не только Украина, но и Европа, в том числе в отношении ядерного оружия. Караганов заявил, что предпочтительным методом было бы нанести удар по Европе с помощью «Орешника», ракеты в неядерном оснащении, а если Европа не поймет, то немедленно ответить тактическим ядерным оружием. Кстати, сегодня, господин судья, Беларусь проводит учения с использованием тактического ядерного оружия, которое ей передала Россия. Они сейчас на полигоне. Они отрабатывают методы применения ядерного оружия. Так что это уже не теория. Это происходит на самом деле. Вы знаете, Россия пригрозила уничтожить Киев в День Победы, если Киев нанесет удар по Москве. Они не нанесли удар по Москве, но сегодня они уже бьют по ней. А если через 1,5 недели или около того они нанесут удар по Санкт-Петербургу, Россия не будет сидеть сложа руки. Если они продолжат наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре, Россия не будет бездействовать. Так что я думаю, угроза уничтожить Киев все еще актуальна, и Россия просто ждет подходящего момента, чтобы его реализовать. Но То есть, в принципе, все на повестке дня. Там форум будет в Петербурге. Понятно, что тоже цель такая. Это сейчас пристрелка идет. Собственно, поэтому мы видим проблемы в странах Балтии. И на самом деле, то есть, Киев все равно под угрозой. Отсюда позавчерашние, по-моему, да, позавчерашние слова, или еще там чуть день ранее Зеленского, вот это вот выкрики, что я не сдам суверенитет, еще чего-то, не остановлюсь, ни в коем случае. Будет центр города, не будет, украинцы не сдадутся, то есть банковая будет или нет, мы продолжим войну. Я, Зеленский, буду или нет, все равно будем продолжать войну. я не верю, что это произойдет в отрыве от других событий. Если будет принято решение нанести решительный удар по Киеву, то они нанесут удар и по крупным производственным объектам в Европе. Мы можем стать свидетелями начала Третьей мировой войны, даже если США не ответит. А я именно это и пытаюсь донести до всех, когда говорю о контроле над вооружениями. Потому что люди говорят: ну, Скотт, контроль над вооружениями мертв. Вы чертовски правы, он мертв. Но это плохо. А России все равно. Я собираюсь поехать в Россию и пробудить их от спячки, потому что я здесь для того, чтобы сказать им: Караганов, вероятно, прав в том, что если вы нанесете удар по Познани или другому европейскому городу, США не станут отвечать ядерным ударом по России. Но если вы хоть на секунду подумаете, что США готовы уступить России стратегическое преимущество в области ядерного сдерживания, то есть из потенциального пользователя ядерного оружия превратиться в страну, которая продемонстрировала, что может и будет его применять. А мы будем сидеть и говорить, что мы все еще гипотетический пользователь, то этого не произойдет. Нам придется применить ядерное оружие, и мы применим его против ближайшего союзника России. Давайте возьмем, к примеру, Иран. Если это произойдет, мы без колебаний нанесем по нему ядерный удар. Вот, и вот это уже абсолютно играет новыми красками. Я хочу, чтобы мы вот вдумались в эту аналитику. То есть здесь же идут игры больших. Поэтому сейчас встреча Трамп-Си, Путин, об этом поговорим, а также после этого Путин и Трамп обещали вроде как предварительно на конец месяца. Это серьезные игры. Если Россия применяет ядерное оружие, тогда понятно, что по России никто не будет бить.
но Америка тоже должна будет применить ядерное оружие. Так-то в истории только одна страна есть, да, которая это сделала, и то это было когда и при каких, собственно, обстоятельствах, да, Второй мировой войны, когда удар был по Японии. На самом-то деле здесь начинается уже интересная и другая свистопляска. Об этом говорит Скотт Риттер. Можно его любить, можно не любить, можно говорить, он там какой-то непонятный в Россию ездит. Когда-то он был, собственно, в разведке, да, во времена Ирака. Сейчас об этом скажем, но это будет финальная точка. Затем начнется долгий и мучительный процесс взаимного наращивания ядерного потенциала, который закончится абсолютным обменом ядерными ударами. Наступит конец света. Так заканчиваются все компьютерные симуляции. Вот так. И нет никаких оснований полагать, что мудрость Сергея Караганова, которую я называю заблуждением Караганова, каким-то образом поможет избежать этой ловушки. Нет, это ловушка взаимного гарантированного уничтожения, взаимного самоубийства, и нам нужно любой ценой избежать ее. Что же этого достаточно, чтобы заставить всех понервничать? Что же, спасибо. Послушайте, судья, я не собираюсь вам лгать. Я хочу похвалить вас за вашу интеллектуальную честность. Из-за всего этого я не сплю по ночам. Я всю ночь работал, разбирался с этими проблемами, пытался понять, как лучше поступить. Потому что, как вы знаете, мы возвращаемся к событиям 2002-2003 годов, к войне в Ираке. Она началась из-за лжи о наличии у Ирака оружия массового уничтожения. Кто, черт возьми, знал об оружии массового уничтожения больше меня во всем западном мире? Никто. Не было такого. Я знал больше, чем ЦРУ. Я знал больше, чем британцы. Потому что был в центре глобальной разведывательной деятельности. Я знал правду, абсолютную правду и ничего, кроме правды. И вы могли бы подумать, что, обладая такой уверенностью в своих знаниях, я мог бы повлиять на политику, изменить ее, остановить войну, которую не нужно было начинать. Нет. Вот ключевая фраза. Вот ключевая фраза. Вот почему вот такие страсти вокруг. И вот почему Путин испытывает ядерное оружие. Мне нравится, как украинские паблики пишут: вот, достал старое барахло, железяки, там что-то кого-то пугает, это ядерная дубина заржавевшая, никому не нужная. Так в этом-то и проблема, что она слишком долго ржавела, ну, только долго не применялась, долго не испытывалась. А сейчас самое время, сейчас пора, потому что конкретно, да, вот есть условный Караганов, есть условный Риттер, да. Караганов говорит вот со своей позиции, да, с позиции одной ядерной державы, что если мы это сделаем, по нам не прилетит ядерка. А если они это сделают, то придется так или иначе по кому-то отбомбиться Америке. Это 100%. И тогда начнется хаос, бесконтрольная история, плюс еще в этой замечательной, скажем так, парадигме и вот этой, знаете, прекрасной, скажем так, белом свете, да, прекрасной планете, есть еще одна страна, которая как бы у нее есть, ну как бы нет ядерного оружия. Оно есть неофициально, это Израиль. Да, понятно, что речь идет там о тактическом сейчас по большей части оружия, никаких там стратегических вещей, которые там ломают там полконтинента, нет, но это очень важный аспект. Но я не смог, и это не дает мне спать по ночам. Что я сделал не так? Теперь я столкнулся с ситуацией, когда на 100% уверен в своих расчетах относительно угрозы ядерной войны. Как мне лучше донести это до вас, если не так, как я делаю это сейчас? Потому что провал недопустим. Я просто позаимствую эту фразу из фильма «Аполлон-13». Провал здесь недопустим. Мы должны добиться успеха. Успех должен быть. Вопрос в том, как этого добиться, поэтому я не могу просто поехать в Россию и бездействовать. Россияне — игроки в этой игре, буквально игроки. И поскольку Соединенные Штаты ведут себя крайне безответственно, правильный ход должны сделать россияне, они должны проявить прагматизм. Россияне должны нести ответственность в то время, когда это практически невозможно из-за действий Украины и Европы. Россияне должны нести ответственность, и россияне должны трезво мыслить, и россияне должны быть взрослыми. Вот какое умозаключение приходит. Почему? Потому что он американец, и он видит и наблюдает, что происходит. Он видит, наблюдает за заявлениями, за действиями, за Ираном наблюдает. Понимаете? То есть россияне должны это сделать. Вот такой вывод. А почему? А потому что, получается, больше некому. Потому что тут идет четкий сухой расчет, что да, Караганов прав, по России не полетит в случае там каких-то ограниченных ударов или демонстрации возможности, например, по Европе. Но полетит по кому-то другому, потому что это будет вынужденная мера для вот этого большого паритета и большой игры. Поэтому нельзя смеяться, а я вижу, многие посмеиваются над эстонцами, точнее как, румынами. Эстонцы не сбивали, румыны, которые сбили украинский дрон. Впервые
как бы подыгрывая России, это объективная картинка, но если брать общую рамку и общий масштаб, то это прям максимально необходимо было, чтобы этот дрон, который летел по Эстонии, там сбился с курса, сбили. Значит, Ханно Певкур, министр обороны, скажем, сообщает, что беспилотник залетел в Эстонию сегодня днем, сбили над озером Выртсярв, по его словам, ну, по словам Певкура, собственно, вероятно, это был дрон украинского происхождения, направлялись к целям на территории России. В Латвии из-за этого скандал, но Латвия по-своему реагирует. Да, сегодня сообщили, что, в общем-то, латвийская армия опубликовала прям целое уведомление о том, что угроза беспилотной атаки, и в пространстве Латвии беспилотники развернули истребители воздушной полиции НАТО. Пока не будет сигнал «все чисто», жителей призвали укрыться. Там целые районы. Краслава, Прейли, Лудза и Резекне, ну это там, где вот было падение, они охватывают юго-восточную границу Латвии с Белоруссией. Там же, конечно, и учения, там же украинские дроны летят. Латвия, в которой вынуждена премьер-министр была уйти в отставку, потому что отставки министра обороны не хватило. Латвия, которая ровно вчера в завершении шума, мы с вами шумели, говорит, а давайте навалимся на Калининград и отберем ее. Кто это провоцирует? Кто, в общем-то, разжигает вот эту Третью мировую войну, у которой есть определенные последствия? Это уничтожение человечества в том понимании, в котором мы, в принципе, человечество знаем. Поэтому это максимально серьезная история. И когда говорят, вот Путин трясет ядерным оружием, он показывает, демонстрирует прежде всего вот этим товарищам, которые стоят за спинами и тигров, и балтийских, и других очень серьезно настроенных покусать, опустить, унизить, клюнуть, в общем-то, вот этот ядерный статус и ядерную гонку. Ну а что делает Украина? Как всегда, пристраивается плотненько-плотненько. Там же учения в Беларуси, значит, угроза там есть. Причем такие разношерстные сигналы. Вот сегодня Мосейчук у меня в эфире говорит, смотрите, министр обороны Федоров понял, куда все идет. Говорит, там, мы извиняемся, сбился с курса, не так что-то там пролетел этот дрон, который сбивали румынские пилоты. Ну, а эстонцы собирали обломки, понимаете? Министр Сибига говорит, это Россия их взяла и перенаправила. То есть, значит, с Подмосковья, с Москвы, да, вот когда была атака, вот совсем недавно, не перенаправила, а тут прям на территории НАТО смогла взять и перенаправить, чтобы это типа Украина ударила в НАТО. На самом деле это большущий скандал с очень серьезными последствиями. Последствиями, которые Латвия ощутила, ну так ничего и не поняла. И Эстония там же. И вот эти три сестрицы, вот эти три страны, они сталкиваются, они понимают, что их ждет. Потому что было четко сказано, не только Медведевым, который, конечно, в своей манере это все описал, но официально было предупреждение от СВР и Небензи, что будут удары по территории Прибалтики, потому что там якобы, ну, по информации россиян, есть она правдива она или она исключительно для того, чтобы охололи вот эти мозги, да, в общем-то, будут запускаться не только через воздушное пространство, а прямо с территории отдельных республик прибалтийских. Ну а угроза с Беларуси, конечно, нужно сюда встроиться. Это так нужно Зеленскому. И такие же невнятные заявления. Федоров, извините, Сибига говорит, это все Россия виновата. Хорошо, хоть посла не додумались вызвать. Беларусь, вот официально выходит в ефір пограничник, говорить, есть или нет угроза? Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки. Подождите, вчера же ровно говорил, там, комментировал Ягун, есть 4 сценария, тут пограничники говорят, не видим, близко к границе не видим, чтобы кто-то перемещался, какие-то маневры делали. Не, ну гипотетическая угроза, понятно, есть, она сохранялась все это время, но конкретно угрозы нет.
Но мы должны быть готовы, поэтому мы что? Готовимся. Хоча знову ж таки, попри те, що зараз на території Білорусі немає російських військ там в великій кількості, але в будь-який момент Росія знову ж таки може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові свої сили. Конечно, в любой момент. Выходит тот, который за военных, еще при Ермаке назначенный зам военный, бывший его там, ну как бывший, он там генерал, то есть да, они всем пораздавали генералы. Ну это война, поэтому тут все как бы быстро растут. Полиса есть такой. И говорит, угроза с Беларуси есть или нет? До того моменту, поки у Білорусі буде зберігатись лояльний Путіну режим, ми завжди будемо потенційно розглядати Білорусь як загрозу. Ми всі пам'ятаємо напередодні повномасштабного вторгнення, де так званий лідер Білорусі заявив, Опять так называемый лидер Беларуси. Смотрите, за эти годы произошла очень серьезная метаморфоза. Даже в указе, вот этом клоунском, шутовском Зеленского, там и Путин с большой буквы, и Россия с большой буквы, даже он сейчас пишет там где-то, нет вот этого идиотизма, там с маленькой буквы и так далее. Да, в отношении Лукашенко есть вот это вот правило не называть его президент Беларуси. Ну, это вот такая вот позиция, да. И вот сейчас так называемый. Очень интересно слышать от зама главы офиса так называемого, потому что истек, ну, у него больше шансов называть так называемый не проводящий выборы Зеленский, да, так называемым Лукашенко. Но Полиса, тот, который при Ермаке, он как бы, наверное, знаете, вот это вот, ну, все-таки такой кирзовый сапог, да, то есть вот он как бы вот солдатский у него, как научили, так он и... Когда тут метаморфоза произойдет, я не знаю. Особенно ввиду того, что, простите, пожалуйста, ну как бы нужно немножко по-другому себя вести, раз вы ждете этой угрозы и не хотите ее, или хотите. Вот или хотите. Давайте заглянем в глаза Полисы. Хочет или не хочет. про те, що ніколи Білорусь не нападе на Україну. Результат ми всі пам'ятаємо. Тому ми на цю загрозу зважаємо і реагуємо відповідно. Вообще, это, конечно, очень интересный персонаж. И с интересными заявлениями вот в этом интервью это что-то, это какой-то, собственно, прям интереснейший момент. Вот эти комментарии, которые звучат от официальной власти, от офиса президента, президентской вертикали. Значит, что будет делать Россия? Да? Нападать с Беларуси? Никто вроде как ничего не фиксирует, да? Ну, вроде как будем. Что будет делать Россия? Ну как, вибори проведет в Госдуму і мобілізацію об'явить, ну ми готовимося к этому. Ну а якраз таки після цих виборів до Держдуми, чи може, наприклад, Путін піти в банк і оголосити там загальну мобілізацію, чи якісь інші заходи може підготувати? То есть, смотрите, по формулировке даже вопроса понятно. Путин пойти ва-банк. Вообще за этот весь период, извините, эти два, скажем так, слова, там эти два слова и выражения, да, они максимально не стоят возле друг дружки, разве что, да, с момента вот начала той СВО, которую он объявил, там собирал этот Совет Безопасности, погнал экспедиционный корпус, погнал в Украину, которые там с парадной формой были замечены, вот это вот они заходили, их встретили с боем, они, в общем-то, армия повоевала вот это, и все вот как бы тогда закрутилось. И вот тогда как бы пошел ва-банк. Можно применить, но последующие шаги абсолютно нет. Ва-банк — это отойти от Киева, это не ва-банк. Уйти и сделать непопулярное решение, да, уйти с Херсонской области, с той части, которая на другом берегу Днепра, тоже ведь непопулярно. Ситуация с Харьковской областью — такая же песня. То есть там зэков призвать, тогда, когда это вообще было, как это? Это тоже пойти ва-банк? Это очень красиво. Путин идет ва-банк, объявляет мобилизацию. Так а если она назреет? Вот никто об этом не думает. Возьмет и назреет. Ударами по Москве, привлечением стран НАТО, воздушного пространства, территории НАТО. И, ну, деваться некуда. То есть все кричали, это российская пропаганда, воюем с НАТО. Так вот вам, пожалуйста, НАТО. Они даже поднимают истребители и сбивают украинский дрон. Почему? Потому что... Ми не виключаємо можливого розвитку подій такого.
Як нам тоді протидіяти, ми до цього готуємось? Ми не виключаємо такої можливості і будемо відповідно реагувати. Конечно, будем соответствующим образом реагировать. Как, спрашивают? Понижением возраста полиса мобилизационного? Ну, зависит от ситуации на фронте. Вот такой ответ он дал. Да, понизим, ну, в зависимости от ситуации на фронте. Да и вообще, чего так это вот служба в армии, служба в армии? Ну, все должны служить в армию. Вообще, если ты человек, который получает деньги, живет из бюджета, а это, я напомню, там, и врачи, и вот это, ну, не только там, все, которые на госпредприятиях, которые получают деньги из бюджета, причем не шибко там, там начальники какие-то, да, а просто твоя зарплата из бюджета, ты обязательно должен служить. Чиновник ты или просто рабочий. Це моя позиція, вона не змінилась. І мені насправді дуже хотілося б, щоб в майбутньому у всіх люди, які претендують на зарплату з державного бюджету, на державну роботу попадали тільки після служби в армії. Хоча То есть ты даже еще не работаешь, но вот ты претендуешь на работу, в которой тебе платят из госоргана, из бюджета, ты должен хотя бы ну, там, год, в общем, как-то ты должен послужить в армии. В смысле? То есть, если ты, ну, я не знаю, какой-нибудь бюджетник, любой бюджетник, ты должен служить в армии. А так иди в частный сектор. То есть, вот такая вот логика. Это вот такая позиция. Тогда государство будет защищено, особенно на зарплаты. Ну, прям очередь стоит, наверное, бюджетников. Нет, я не беру вот этих из напсовета и каких-нибудь чиновников. Я имею в виду конкретно. Очередь, наверное, стоит. певний період, за який, можливо, це може бути там маленький контракт, якийсь, умовно кажучи, річний, за який вони зможуть пройти відповідну підготовку військову, базову, отримують розуміння, як працюють речі в армії, і зрозуміють необхідність захисту тієї держави, в якій вони живуть, яка... Которая платит им деньги. Ну, давай. Которая платит им деньги. Которая жалование платит. дає їм роботу і платить зарплату. Ну, зрештою, це, можливо, якась моя, напевно, рожева мрія. Мені би хотілося, щоб колись ми прийшли до такого варіанту. Щоб, і це стосується не тільки чоловіків, абсолютно всіх. І в тій історії, мені здається, ізраїльська модель була б нам досить підходящою. Опять эти мантры. И вообще, я, если честно, думал, это какая-то, не знаю, там, это какая-то запись там каких-то непонятных годов. Нет, это вот израильская модель, каждый должен служить. Получаешь зарплату из бюджета, ну так давай. Ментов, прокуроров, вот кто будет отправлять? Нет, их не будут. Будут каких-нибудь простых работяг, тружеников, этих немногочисленных предприятий государственного, формы государственной собственности, которые из бюджета получают через казначейство официальные деньги, вот их будут. Вот их будут. Вы понимаете? То есть вот такая логика. Их будут полицейские, не, полицейских это не касается. А вот если ты с государственного бюджета денежку получишь, конечно, все должны служить. Израильская модель. Уже, я не знаю, первая кампания Ирана израильская, да, потом США, Израиль против Ирана. Уже всем все стало ясно про Израиль, всем все стало ясно вообще о порядке. Но в Израиле-то границы не закрывают и не тюкают и не затюкивают тебя за другое мнение. Ну, понятно, что и такое бывает, но не шибко, не так, как в Украине. Ну и политзаключенная, конечно, это отличная история. Ну нам же, как говорили, прав человека нет в Украине, будет государство, вот тогда будут права человека. Причем самое интересное, что ровно там несколько дней назад Свериденко выходит, она сегодня, кстати, поразила всех, я прям порадовался, слушайте, мелочь, а приятно, 0,9% вырос ВВП в Украине. Ура! Вырос ВВП. И вообще покраще сунется. И оно просто вот уже... Раньше как? Если ты чиновник какого-нибудь райсовета, там, рай какой-то администрации, женщина, ты вообще не можешь пересекать границу. Ты как бы вот... Как в Израиле. Но они против сказали, нет, теперь все женщины могут, независимо от того, кто ты, что ты, как ты, то есть все женщины, чиновники, которые там запретил Зеленский им выезжать на фоне того, что там депутаты катались по яхтам, там еще где-то там светились, там Коля Тищенко по Таиланду, это скандал, что выезд закрыто, им можно. Теперь, в общем, всем женщинам-чиновникам можно, хорошо, ну так покращение нужно цифровизовать, вот, пожалуйста. Госпогранслужба, которая там не увидела в Беларуси, собственно, перемещение войск, сообщает, что украинцы смогут проверить, имеют ли временное ограничение на выезд за границу с помощью онлайн-сервиса.
Это касается ограничений, наложенных судом, исполнительной службой и статусом. То есть там алименты, штрафы, другие долги, плюс вот эти запреты. То есть ты конкретно смотришь по себе, вбиваешь себя, о, да, мне можно. Но удобно же, удобно. Вообще замечательно. Теперь по этой базе будут выпускать. Это какая-то выездная виза. Как в том совке, да, от которого так откараскались, как в том совке. Это вот прям, ну, нечто. Так, а куда выезжать, спросите вы? Как-то уже и в Европе подкручивают гаечки, причем делают это очень и очень серьезно. Тут нарисовалась спецпредставитель по вопросам украинцев в Европейском Союзе Илва Йоханссон. Так вот она дипломатическим птичьим языком четко обозначила судьбу всех уехавших мужчин призывного возраста в Европу. Как-то вот, говорит, нечестно, давайте прорабатывать эту модель. Сейчас Европа продлевает статус для украинцев до 28 года. Ну вот прям так, 28 года, весна 28-го. Идут такие разговоры, вроде как и будут решения, но как-то некрасиво, мужиков что-то в Европе много. И вот Илва говорит, надо лишать их вот этой защиты, временной защиты. Ну вот этого, это не беженство, это временная защита в Европе. Ви сказали, що тимчасовий захист продовжать з деякими поправками. Були розмови про те, що можуть бути обмеження для чоловіків мобілізаційного віку, для новоприбулих біженців або для українців з так званих безпечних регіонів. Отже, яких обмежень варто чекати? Смотрите, тут даже не так. Безопасный... Ты откуда? Франковск? Да там безопасно. А ты откуда? Ровно. Тернополь. И там безопасно. А ты где, Днепр? А ты вот как туда, ближе к Кривому Рогу? Не, ну там опасненько. А Черкасы? Черкасы, в принципе, нормально, сойдет. Полтава редко фигурирует, хотя уже все чаще и чаще фигурирует в обстрелах. У них есть своя карта, свои зоны. Волынская область, так вообще красота. Там вообще безопасно. Ты оттуда пришел, получал пособие, защиту, мог, в общем, не пересекать границу и не нарушать вот это законодательство, чтобы быть только 90 дней в году. Ну так все, забираємо защиту. Це те, що обговорюється наразі між державами-членами. І поки що з цього приводу немає консенсусу. На мою особисту думку, не зовсім логічно виглядає те, що багато військовозобов'язаних чоловіків, які не мають права залишати Україну, щойно перетинають кордон, можливо, навіть нелегально, одразу отримують тимчасовий захист. Я вважаю, що це трохи суперечливий сигнал, який ми надсилаємо Україні. Адже ми також підтримуємо Україну і у військовий спосіб в її боротьбі проти Росії та захисті від агресії. Тому, на мою думку, є сенс запроваджувати певні винятки. Але це питання ще не погоджене. Тож подивимося. Проте, якщо якісь обмеження і будуть запроваджені, думаю, вони будуть дуже незначними. Незначительно. Это все незначительно. На фоне общей миссии, цели, это вообще незначительно. Конечно, незначительно. Пустяки. Особенно на фоне, например, сегодняшнего материала Financial Times. Это вообще нечто. Financial Times говорит, будет большое наступление. Россия планирует захватить Киев, Одессу, отрезать Украину, разрезать на две части по Днепру. Ну и, соответственно, да, там отрезать от моря, от Черного моря. Ну, такие планы. Пожалуйста. Причем интересно, так интересно, тоже вышел Сырский, да, по этому поводу. Сегодня вообще такие откровения. Представляете, Мирноград потерян, и Покровск потерян. Официально. Все, на картах Deep State. Там какого-то интервью или комментарий солдата на том направлении взяли. Сегодня тиражировали, что создан карман в районе Покровска. Ну, кармана больше нет. В общем, и Покровска, собственно, тоже больше нет официально на вот этих картах. Вот так. И официально это все признали. Но Сырский, в принципе, тоже ждет большого наступления. А чего? Постійно ведемо бойові дії. І тенденція к тому, що лінія фронту буде збільшуватися. Ви знаєте останні дані нашої розвідки і заяви нашого президента України, Верховного Головнокомандуюча, про загрозу. Откуда? Днепр? Да? Одесса? Нет, Київ. Росія з боку Білорусі. Можлива операція на півночі. Це реально. Ми знаємо ці дані. Це про те, що російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції. От, наступальних дій з півночі. Це значить, фронт ще збільшиться.
Вот, фронт еще больше, да, будет расти. Сырский четко сказал, фронт будет расти. Так как расти? А как они будут? Кем они будут наступать? Смотрите, там же как рассказывают, мобилизация там провалена, но уже нет такого числа желающих идти на СВО со стороны России. Потери там сумасшедшие. Сам же Сырский говорит, значит, фронт будут расширять, а кто там пойдет? Потери же 3,5 к 1, это в общее, а убитими так вообще в 7 раз больше у россиян потерь. Тому і у противника втрати в рази більше, особливо, ну якщо загальні втрати, от наразі на фронті десь в 3,5 рази більше, а по вбитим так цифра сягає в залежності від дня там і в 7 разів, і в 9 разів інколи буває. Тобто, Різниця з противником. да, от співвідношення кількості загиблих. Тобто ми рухаємося в правильному напрямку і робимо все, щоб наші втрати наших службовців були як можна менше. В правильном направлении идем, товарищи. Мы в правильном, наши потери должны быть меньше. У нас все должно быть вообще замечательно. Ну, если там кто-то есть, затрехсотился, ну, то есть раненый человек, то как бы мы прорабатываем, мобилизация должна как бы изменить, там, говорит, короткие контракты нужны. Причем так интересно, слушайте, а что за короткие контракты, что за, о чем ты, главком, о чем ты? Ну, то есть Сырский, в чем дело, что за короткие... Это если человека ранило, и его списали, но он хочет продолжать служить, так пускай служит. У нас-то все хорошо с мобилизацией и с потерями. Пускай служит. З одного боку йде війна, і розуміло, є втрати, і розуміло, що ми проводимо мобілізацію. З іншого боку, ця мобілізація повинна мати якесь логічне завершення. І люди, які воюють, особливо тривалий час, вони повинні мати вихід і можливість мати після звільнення відстрочку, в залежності від того терміну, який він провів на полі бою. Отсрочку. Отсрочку. Смотрите, то есть отсрочку. Хочет, пойдет на контракт короткий. Хочет после того, как отвоюют и, в общем-то, его как бы уже все, там какой-то придумают срок непонятный. Хочет, отсрочку получит. Они реально заточены на длинную войну, они реально заточены на Израиль, они вот это вот все декларируют, они вот это все рассказывают, они вот это все... Откуда это? Откуда? И судя по всему, ну вот как мне кажется, это вот прям какая-то навязчивая идея. Они это все транслируют в массы. Ну и, конечно, не без Зеленского. Тот растранслировался сегодня, кстати, отмечу, он особенно потужен. Вот обращение Зеленского. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Кілька речей за цей день важливо сказати. Була доповідь наших військових. Головнокомандувач Олександр Сирський та Генеральний штаб Андрій Ігнатов про нашу фронтову активність та дії проти окупанта. Ровно после этого доклада, в общем-то, признали потерю Покровского Мирнограда. Ну, нормальный доклад. Про потери рассказал. И думаю, откуда, что? Так этот же вот Сырский докладывает. І про російські штурми. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України. Більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії. Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність. Ми обговорили також ситуацію на фронті, Покровський, Костянтинівський напрямки, Харківщина, наше Запоріжжя по ключових деталях. Визначив рішення, які треба реалізувати, і під це ми будемо збільшувати постачання засобів у війська. Ну, в общем, смотрят они шум тоже всем этим офисам, все вот эти обслуга, вот это вся. Они ему хоть синонимов добавили. А то он как согласовал. А мы тут задаемся вопросом, подождите, а что ты там согласовал? Ну, мы так классно били там по России, и вот я согласовал. Так а решение кто принимает? Ты или не ты? Или ты там как бы подпись какую-то ставишь? В общем, Зеленский утвердил план на июнь. Представляете? Все хорошо у него, особенно такой мощный. И вот я смотрю это обращение. Вы знаете, как многие там не любят, шелли зачем-то. Это надо смотреть, ребята. Через силу смотреть надо. Я думаю, что за тон такой потужный? В чем денег дали? Европа? Нет. Ні, зараз поймете. НРК, дрони, окреме фінансування для бойових бригад – це наші незмінні пріоритети. Детально говорили сьогодні з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Ну, с ним, конечно, что не поговорить. Сибига нормальный, он же что сказал? Дроны над Прибалтикой свернули россияне. Все хорошо. Про українські завдання на травень-червень. Багато двосторонньої роботи. І дуже важливо, що є на рівні наших команд комунікація з новою владою Угорщини. Україна зацікавлена.
Новая коммуникация, или как, коммуникация с новой властью Венгрии. Я вам зачитывал вчера список Мадьяра по Закарпатью. Там просто, как бы, если так переложить, это нас отсылает к 2014 году и русской весне в гуманитарной и культурной, скажем так, программе. Там такие требования, там вернуть все нужно венграм. Все, образование, язык, культуру, элиты, все. И это провал. Этого никогда не сделает Зеленский в отношении венгров, потому что все так разведут руками и покрутят у виска. В нормальних, добросусідських відносинах, в повноцінній співпраці. І свою частину роботи для цього ми робимо. Були хороші контакти між Україною і Грузією, час нормалізовувати відносини. Звісно, предметно ми працюємо на напрямку європейських інституцій. Україна заслуговує бути частиною Євросоюзу. Чтоб мужиков забирать из Евросоюза, которые, нормально, конечно, заслуживают. І навіть у час війни, воюючи за свою незалежність і захищаючи свою державність, ми рухаємось до повноправної європейської інтеграції України. Ми готові до відкриття кластерів у переговорному процесі. І Кластеры откроем, и переговоры начнутся. Вот эта мантра уже, вот всем же уже понятно. Какая Европа? О чем вы? контактуємо, щоб був визначений графік таких кроків. Ми готуємось на цьому тижні і до предметної комунікації з ключовими європейськими країнами. І ще одне, те, що Україна давно сподівались розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу із належною шаною тих, хто бився заради України, хто хотів Україні незалежності. Але часи були інші. І можливості були. Коммун. Кто-то так хотел независимости, но времена были другие. Что? Что такое? Вот секрет, почему сегодня особенная потужность. Вот оно что. Інші. Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці ХХ століття, яких поважають. Готується рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає. Команда Офісу зараз сфокусована, зокрема, на цьому завданні. То есть в стране черти что, мы в шаге от ядерной войны, а Зеленский попер по Европе за костями очень интересных персонажей исторических. Очень интересных. Вот, пожалуйста, да, в Украину собираются доставить прах главного противника Бандеры из ОУН после раскола. Значит, в Люксембурге эксгумировали прах Андрея Мельника и супруги Софии, чтобы в Украине похоронить. Значит, первым сегодня до обращения Зеленского заявил замглавы Госкомтелерадио, действующий председатель организации Богдан Червак. На церемонию прибыли представители Офиса президента, МИДа, Украинского института национальной памяти. Кто такой Мельник? Это глава ОУН с 1938 года после убийства Коновальца в Роттердаме, которого тоже хотели, так сказать, да? Или хотят тоже эксгумировать и привезти в Украину, закопать в украинскую землю. В 1940 году он, ОУН, да, раскололась на две враждующие фракции, Бандеры и Мельники, бандеровцы и мельниковцы. Мельник и сторонники сотрудничали с нацистской Германией во время войны. Отношения у них с немцами были непростые, часть мельниковцев арестовали, казнили. Сам Мельник в феврале 1944-го был заключен в концлагерь Заксенхаузен, но в октябре того же года его выпустили на волю. Чуть раньше, месяц тому, да, из того же концлагеря освободили и Бандеру. То есть они их просто отпустили из концлагеря, и немцы планировали использовать их для действий в тылу наступающей Красной Армии. Откровенно, открыто, под маской вот этой независимости. С 1945 года Мельник жил в Западной Европе и последние годы преимущественно в Люксембурге. Там и умер в 1964 году. Денацификация. Денацификация, товарищи. И вот и как его заряжает это. Я думаю, что где-то, пока вот Зеленский бегает за костями, скажем так, пособников нацистов, где-то крутится
крутятся кости деда Зеленского, который воевал в Красной Армии. В общем, чудны дела твои, Господи. Чудны на самом деле. Давайте это, ну и, конечно же, главное геополитическое событие уходящего дня прямо сейчас обсудим с Сергеем Станкевичем. Историк, пацифист, прямо сейчас на связи. Включиться, немного пошуметь. Сергей Борисович, приветствую вас. Приветствую вас. Я думаю, что в этом контексте еще можно упомянуть, что я отчасти и киевлянин, человек, который несколько лет прожил в этом замечательном городе, который все еще нежно люблю. Ну, знаете, я давайте хочу с этого начать, конечно, с Мельника, кости которого перебрасываются в Украину. А зачем? Офис президента сфокусирован на этом. Вы знаете, тут, судя по тому, что из себя представляют решения офиса президента, ну и откровенно, как бы, да, давайте, мы же уже все знаем про Веронику Фэншуй, мы знаем про кладбищенскую магию Ермака, весь офис остался Ермака, то есть, соответственно, они собирают мертвых, как им считается важных, в Украине, чтобы здесь остаться. Зачем? Насколько оправдано это историческое решение? Зачем, пожалуй, понятно. Над Зеленским сгущаются тучи, а под Зеленским все более интенсивно горит украинская земля. Все ближе к нему ложатся снаряды антикоррупционных расследований и соответствующих выборочных публикаций на эту тему. То есть выявляется следующее. Выявляется, что в Украине, ну, как минимум, я думаю, что и раньше, но как минимум при Зеленском с 2019 года существовало два бюджета. Один официальный бюджет, который там утверждался в Верховной Раде, и он тоже в значительной мере шел не по назначению. Но кроме того, существовал еще второй, черный бюджет, наполнявшийся различными криминальными способами в виде откатов от бюджетных контрактов, в виде дани, которые уплатили те или иные бизнесы, иными еще какими-то способами. Но вот эта черная касса, она была важнейшим инструментом управления. Без этого второго черного бюджета Зеленский не продержался бы 7 лет у власти. Он именно благодаря ему управлял, потому что люди получали не зарплату от государства, а получали конверты от Зеленского. И это было и инструментом удержания лояльности вокруг себя, и инструментом управления. Вот сейчас он как рыба на песке, так сказать, задыхается, потому что у него потихонечку отодвигают этот самый второй черный бюджет. Отодвигают тот самый черный бюджет, которым распоряжался Андрей Ермак, который следил за его формированием и распределением, согласуя все свои дела, естественно, с Зеленским. А вот сейчас без этого инструмента, на который насели антикоррупционные органы, ну, невозможно управлять страной. По инерции еще какое-то послушание и какую-то лояльность. Подождите, а как Коновалец и Мельник, усопшие, вот, и их прах помогут Зеленскому? Берете нацизм за рога. Как можно перебить вот эту волну антикоррупционного гнева, которая поднимается в связи с разоблачениями один за другим, только спровоцировав какое-то встречное, сильное чувство. Нужно встречное сильное чувство, нужно какие-то, чтобы поднялись какие-то мрачные тени, чтобы поднялись какие-то ныне живущие приверженцы этих теней, как сплоченная такая черная масса, и чтобы они, да, вот попытались спасти Зеленского, который возвращает из небытия исторического и Андрея Мельника, и Евгения Коновальца, и Степана Бандеру, и все их идеологии, и все их дела, и так далее. Вот этим щитом он хочет прикрыться. На это он хочет отвлечь сейчас общественное внимание. Думаю, что не получится, не сработает. Вот этот его coming-out, это его саморазоблачение перед Украиной в форме, буквально в форме эсэсовской предстает, оно будет только последним грехом перед сошествием в ад. Топ-события сегодняшнего дня, Сергей Борисович, это, конечно же, встреча Путина в Китае. Вот кадры непосредственно оттуда. Значит, добро пожаловать, мы вам очень рады. Дети с флажками, почетный караул.
ожидается, что новые будут энергетические сделки обсуждены. Совсем недавно был Дональд Трамп, визит в такой благостной атмосфере. Встретили, это поздний вечер по Китаю. Путина усадили в, собственно, кортеж и повезли на резиденцию к Си Цзиньпину. И где с утра начнутся уже основные мероприятия. Делегация тоже там большая. Примечательно, что буквально в этот же день, да, сообщили Financial Times, что якобы кто-то слышал, как Си Цзиньпин Трампу говорит: Путин пожалеет, что вторгся на Украину. Представляете, какой резонанс, какой фон создала Financial Times. Пекин с утра сегодня выходит, говорит, это не так, а немножко позже, вот буквально перед нашим эфиром, выходит и Трамп говорит, не было такого, давайте посмотрим. Первый человек, который вас придержал во время вашей встречи. Возможно, президент России Владимир Путин еще пожалеет о вторжении в Украину. Он это сказал? Нет, он никогда этого не говорил. Никогда не говорил. Вообще, конечно, очень интересный, скажем, этот момент, что Трамп вот это опроверг. Что стоит за встречей Путина и Си Цзиньпина? Много ли будет шлейфа от встречи с Трампом? Ну и есть ли какие-то перспективы по утрясанию не только энергетических, геополитических вопросов ядерного сдерживания, с которых я сегодня начинал шум, но и, конечно же, вопросов войны в Украине? Ну, вот два слова по поводу этой информационной торпеды, что якобы Путин там о чем-то жалеет. Понятно, что это попытка, так сказать, вот, испортить старт визита, испортить атмосферу перед стартом визита. И странно, в этой информационной торпеде, пролетевшей мимо, проплывшей, точнее, мимо, только одно, что Financial Times каким-то образом оказалась замазана. Но все-таки респектабельная газета, флагман мирового бизнеса. Как-то можно поосмотрительнее себя вести и так дешево не продаваться. Ну, как бы там ни было. Забыли. Наплевали и забыли уже. Теперь, что касается самого этого визита Владимира Путина в Китай. На самом деле они уже беседуют. И самые главные вещи, о содержании которых мы, увы, не узнаем, это два чаепития. Вот одно чаепитие идет буквально сейчас, сразу после приезда в личной резиденции Си Цзиньпиня, без протокола, без камер, без всего. Идет первое чаепитие на старте. Они сразу основные вещи должны как-то наметить и проговорить. И еще одно чаепитие будет в финале такое же. Личное, вот с глазу на глаз, ну, естественно, присутствуют переводчики, ведущие рабочие записи. И все. Конечно, будут отработана полностью программа с официальными делегациями. Там солидная делегация. Будут какие-то бумаги подписаны. Основная бумага – это вот декларация, связанная там с многополярным миром и формированием отношений, международных отношений нового типа. Вот. Это как бы документ для долгого такого пользования, официальный, парадный и правильный. Но давайте об основных вещах попробуем заглянуть за кулисы. Мы же можем себе позволить с вами, да? Попробуем. Давайте пошумим, да. Да, заглянуть за кулисы. О чем точно, на мой взгляд, они должны поговорить. И первое – это Тайвань, на самом деле. Я не исключаю, что Си Цзиньпин и в целом руководство Китая решило, что сейчас время интегрировать Тайвань. Очень сильно Стойте. Захватить. Интегрировать. Зачем захватывать то, что и так тебе принадлежит? Он просто несколько отдалился, его надо интегрировать в основное тело, значит, Китая. Америка очень сильно просела, и состоялась в ходе визита Трампа в Китай детронизация Трампа. Он нифига не гегемон. И это было показано всему миру, и он фактически это признал, проглотив от Китая два ультиматума, один из которых был как раз по Тайваню. Значит, вот такой большей ситуации благоприятной, когда и Америка просела, и Трамп просел, и увязли Соединенные Штаты, оставшись практически без, извините, оставшись практически без боеприпасов в ходе этой авантюры против Ирана, вот такого благоприятного момента для ускоренной интеграции больше не будет. Представляем себе ситуацию. Что мешает
Китаю обратиться к Тайваню со следующим. Значит, вы всегда были, есть и остаетесь неотъемлемой частью Китая. Но он был период неких разногласий с вами. Да? Вот давайте сейчас прямо мы выдвигаем вам в порядке такого категорического условия, что мы немедленно с вами подписываем график интеграции. Вот сколько времени вам нужно, чтобы приспособиться к существованию... Ну, мы понимаем, да, у Китая большое. 5 лет, 7 лет. У 5-7 лет. У Китая может и 50, и 100, и 200, и 300. Этого не будет. Этого не будет. Давайте так, лет на 5 или на 7 распишем график поэтапной интеграции. Гармонизируем там таможенное законодательство, налоговое законодательство, какие-то там права утверждаем, переходные всякие формы утверждаем, и в течение там 5 или 7 лет по графику вы становитесь интегральной нашей частью. Все. Как и все остальные регионы. Вы согласны подписать такую бумагу прямо сейчас? Вот, допустим, они говорят, не согласны. Хотя оппозиция согласна. Оппозиция, партия Гоминьдан внутри Тайваня согласна. Допустим, правительство не согласно. Извините, но мы вводим против вас санкции. Мы вводим против вас санкции. А формат этих санкций какой? Морская блокада. Морская блокада. Вот посмотрите, тут рядом Соединенные Штаты где-то болтаются в Индийском океане. Вот они примерно так себя ведут. И попробуйте сказать, что у них там это все в порядке и законно, а у нас здесь, когда мы со своей интегральной частью таким образом разбираемся, это незаконно. Попробуйте кто-то вякнуть, что мы хоть что-то нарушили, или международное право, или национальное право. Кто нам это скажет? Итак, или подписываем на 7 лет переходный период, или мы вводим санкции в виде морской блокады. Хорошо. С Тайванем, я не знаю, с Тайванем разобрались. Планы. С Тайванем разобрались. Что касается Украины. Тут выходит товарищ Мерц перед этой встречей, и у него спрашивают, ну, чего, где? Он говорит, нет, ну, фундаментально, конечно, мало что не изменится. В общем, я хочу, чтобы Си надавил на Путина. Так и говорит. Посмотрим. Мы не ожидаем сейчас фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем. Но мы, конечно, связываем этот визит с надеждой на то, что председатель Си также окажет влияние на президента Путина, чтобы положить конец этой войне на Украине. Войне, которую он не может выиграть. Наоборот, каждый день все сталкиваются с большими человеческими потерями. Все люди гибнут, Сергей Борисович, и надо, чтобы Си взял и как бы надавил на Путина, да, уговорил его. Оправдаются ли ожидания Мерца? С точностью до наоборот. То есть Си не будет давить на Путина, он наоборот скажет, дорогой и сердечный друг Владимир. Они так общаются. Дорогой друг, там, сердечный друг, давний и добрый друг. Это вот буквально цитатой. Он скажет так, дорогой друг, ты не сетуй на меня, что я активно не вмешиваюсь в этот конфликт. Понятно, что вот мы как бы стратегические союзники, не военные, а стратегические, и что вот надо бы вмешаться. Я даже там одно время думал об этом, даже создал клуб друзей мира и так далее. Но, извини, не буду сейчас вмешиваться. Вот ты сам понимаешь, у меня свой конфликт и так далее. Но ты понимаешь, что мы, так сказать, идейно мы на твоей стороне, и в торговом плане мы делаем все, что можно. Так что вот примерно так он скажет, а давить в пользу каких-то уступок точно не будет. И все-таки чего ждать? От визита? От визита ждать ли разрядки по российско-украинской войне или ждать эскалации? Нет. Никак этот визит не повлияет на российско-украинские взаимоотношения. Главное, что будет там, они будут форсировать связанность, географическую связанность Евразии. То есть, это сделать все, чтобы Китай, а также близкие ему страны, Пакистан, Иран, и в значительной мере уже Вьетнам, они сейчас смертельно зависят от морских поставок, которые Соединенные Штаты, как выяснилось, могут перекрыть. И они будут делать все, чтобы быстро сделать евразийскую связанность по суше. Вот об этом очень серьезно будут говорить, пойдут туда китайские инвестиции, поедут китайские компании строить там мосты, дороги, аэродромы и все, что это нужно, и будут посуху связывать Евразию. Это будет главным практическим содержанием визита. Ну и кроме того, немножко там по Ирану, конечно, как ему помогать, тоже поговорят, потому что Россия сейчас выстроила зерновой мост
тащат 2 миллиона тонн зерна через Каспий в сторону Китая, порт Энзели и дальше развозка по Ирану, чтобы никакого голода там не допустить. Вот. Ну, а Китай со своей стороны тоже там как-то поможет, чтобы вот эту стойкость феноменальную иранскую как-то подпитать. Вот в этом будет основное содержание визита. Что касается проблем, связанных с российско-украинским конфликтом, то сейчас главный фронт на самом деле проходит не по Донбассу, а главный фронт проходит через Украину. Вот там сейчас все решается. И если сейчас доведут до конца те, кто это ведет, а там есть и внутренние силы, и внешние силы, которые ведут эту антикоррупционную войну на внутреннем фронте, если доведут хотя бы до внятного какого-то серьезного обвинения в адрес Ермака, и если будет запрос на экстрадицию Ермака в Штаты, поскольку он руководил разграблением американских долларов от американских налогоплательщиков. Если потом добавится, я продолжаю фантазировать, мы же шумим с вами, да? А представьте себе, что коронным свидетелем становится, кто бы вы думали? Ну, скажем, вот есть у вас там тоже человек, который является одновременно и секретарем СНБО, и гражданином Соединенных Штатов. И фигурантом, да. И фигурантом, да? А вот представьте себе, он же там по штатам путешествует, встречается со всеми, с кем нужно, да? А ему говорят, а вот давай-ка ты становись уже на нашей стороне коронным свидетелем. И давай-ка мы сделаем тебе, как гражданину Соединенных Штатов, выступление в Конгрессе, дашь показания перед Следственной комиссией Конгресса. Вот представь себе, достаточно вот таких, по сути дела, уже булавочных уколов, и весь этот фасад посыпется просто. Просто посыпется. И никакие там тени Мельника или какого-нибудь Коновальца уже никого не спасут. Никакие эти призраки, ушедших в прошлое нацистов, нынешних пособников украинского нацизма не спасут. Поэтому внутренний фронт в Украине сейчас самый важный, самый главный. И все, кто что-то соображает сейчас в Украине, все, хоть кто что-то соображает, кто видит себя в будущей Украине через год, вот этих, которые сейчас правят, в будущей Украине через год уже нет. А вы можете быть, если вы раскинете мозгами и займете правильную позицию. Работаете теперь. Вот на это ближайшее уже будущее Украины. Именно там сейчас главный фронт. Да, Сергей Станкевич включался в шум, немного пошумел. Спасибо вам большое за то, что нашли время. Мира и благополучия. И поделились мыслями. Спасибо огромное. Продолжаем, друзья, шуметь. И вот в контексте всего вышесказанного вообще, конечно, критика сумасшедшая американцев. И, естественно, да, на фоне китайского визита вот этих всех вбросов, уже как бы рукотворных украинских вбросов. Ну, во-первых, да, вот сегодня пресса сообщает о том, что эксклюзивно, между прочим, эксклюзивно в Reuters военные Китая тайно тренировали около 200 российских солдат, представляете, в конце прошлого года. Часть из этих солдат отправились после этого на войну против Украины. Вот же крамола какая. И что ты тут поделаешь с этим Китаем? Более того, чтобы еще больнее каким-то уколоть, разыскали вот это вот обращение из приграничных населенных пунктов, приграничного населенного пункта в Иркутской области, где просят Си Цзиньпина школу построить. Мол, там 2000 учеников, и они очень хотят, чтобы, по примеру, там, как бы Таджикистана, как Россия построила в Таджикистане, школу построил Си Цзиньпин. Видите, какой слабый Путин, школу не может построить. Просим министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича обратиться в адрес председателя Компартии Китая Си Цзиньпина с предложением профинансировать строительство нашей школы в рамках этнокультурного многообразия и активного развития культурных связей с Китаем. Как наша страна финансирует школы в Таджикистане. Мы готовы начать учить китайский язык, поскольку считаем, что он нам реально очень необходим. Девочка справа, это нечто, конечно. Девочка, вы готовы учить китайский язык, он нам очень необходим. А девочка справа, не, говорит, не готовы. Активное развитие культурных связей с Китаем – единственный возможный для нас путь развития в условиях, когда приоритеты нашей страны находятся где-то в зоне строительства новых метро в Москве и новых школ в Таджикистане. С уважением, жители микрорайона Березовый, Марковского МРО, Иркутской области. Вот так вот. Нам нужна школа!
нам нужна школа. Ну, девочка, конечно, все, спалила всю контору, знаете, и как куражились украинские средства массовой информации над этим, вот перед визитом. Ну, как еще нагадить? Как еще нагадить? Но вот куражились, собственно, а получили непосредственно от американцев тех же. Венс выходит и говорит вообще что-то несусветное. Ну, прежде всего, я бы сказал, не было президента, который сделал бы больше, откровенно говоря, чтобы Украина пережила вторжение России, чем Дональд Трамп. Как известно, Обама дал ему простыни. Я дал ему джавелины. И именно эти джавелины обеспечили, что Украина по-прежнему сохраняет свой территориальный суверенитет. Представляете? И критика понеслась, что они там курят, а никак. Это Трамп, что он сделал, что он мог. Он закрыл всю помощь. Остались только разведданные и возможность покупать у европейцев оружие для Украины. А он мне говорит, мы джавелины вообще-то давали. Мы вообще спасли Украину. А так бы не было бы джавелинов. Ну и все бы там раз и закончилось. Поэтому будьте благодарны Трампу. Не понимают, конечно, так nicht Ферштейн, понимаете, как бы украинцы и американцы друг друга. Ну а как их разобрать? Как их разобрать, этих американцев? Вот правда. Ну, ничего ты не можешь сделать. Вот Грэм недавно просто поломался. Вот сегодняшний его комментарий по Ирану, да, о котором говорили мы выше в шуме и шумели выше, это просто же нечто. 70% американцев в новом опросе говорят, что президент Трамп плохо справляется с экономикой. Главным вопросом для избирателей, конечно. Как вы знаете, главный вопрос такой. Стоит ли проиграть промежуточные выборы? Если результатом станет безъядерный Иран, тогда проигрыш того стоит. Вот так вот. Если результатом станет безъядерный Иран, то проигрыш того стоит. Если бы мне пришлось пожертвовать своей работой, чтобы гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия, я бы это сделал. Я не сдаю Палату представителей и Сенат. Политически я ничего не сдаю. Самое важное, что я могу сделать на посту, который мне доверили, это защищать американский народ. Вы не обязаны соглашаться со мной, но я говорю об этом уже 20 лет. Я считаю, что в Иране есть религиозные нацисты. Если бы у них было ядерное оружие, они бы его применили. Они пытались его получить. Они обманывали. Обама и Байден были шутниками, когда речь заходила о сдерживании Ирана. Трамп делает то, что люди должны были сделать давным-давно. Но вот хорошая новость. Цены на бензин пойдут вниз, когда вы загоните в рамки Саудовскую Аравию и Израиль. Мир станет возможным, когда вы загоните Иран в рамки. Плюсы от того, что мы разберемся с Ираном, невероятно велики. Невероятно. Нужно разобраться. Невероятно велики. Надо разобраться с Ираном. Ну и Трамп что делает? Разбирается. Он сегодня утром, прошлой ночью говорит, нет, меня попросили, я хотел сегодня бомбить, но меня попросили Королевство Залива, бомбить Иран не буду ни в коем случае. А вот к вечеру сегодняшнего дня, у них там по другому часовому поясу, говорит, 2-3 дня еще есть. Сделайте рейд. Я имею в виду 2 или 3 дня. Может быть, пятница, суббота, воскресенье. Может быть, начало следующей недели. Ограниченный период времени. Потому что мы не можем позволить им получить новое ядерное оружие. О, как! Уже новое ядерное оружие. То есть у Трампа вообще меняются показания. Он шатается то туда, то обратно, то оттуда, то сюда. А тем временем что-то недовольны американцы. Например, мэрия Нью-Йорка, есть такой скульптор Скотт Лабайда, да? Там же вроде как антагонист Трампа победил, но тем не менее, нью-йоркцы не особенно довольны властью. Вот такую скульптуру, собственно, и выставили. Просто установили, направили. Знаете, помните, были анекдоты такие, там, куда показывает Ленин, да? Сегодня День пионерии, куда Ленин показывает? Там, на туалет, еще куда-то. Куда показывает скульптура Скотта? Слушайте, не Скотт такую скульптуру взять и выставить? Прям на мэрию Нью-Йорка, чтобы смотрела. Да и граждане США как-то немножко ищут тихие гавани. Странно, правда? Эту статистику, собственно, приводят пресса. В последние годы все больше граждан США стремятся получить ирландские и британские паспорта. Представляете? В 2025 году 19 тысяч американцев с ирландскими корнями подали заявление на гражданство Ирландии. Годом ранее было всего лишь 11 тысяч. При подавляющем большинство заявок при этом одобряют. Как отмечают юристы, многие американцы ощущают, что страна перестала отражать их ценности, поэтому ищут альтернативы. Ирландия в этом смысле выглядит особенно привлекательно. Многие американцы имеют ирландское происхождение
происхождения, а Ирландия обеспечивает доступ в ЕС. Интерес к смене гражданства растет и в отношении Британии. Число заявлений от американцев увеличивается примерно на 42% каждый год. В то же время сами британцы после Brexit все чаще обращаются за ирландскими паспортами. Представляете, тоже. В 2025 году из Британии поступило 26 тысяч заявлений на паспорт Ирландии. А это, между прочим, рекордные показатели. Нет, я понимаю, цифры там ничтожные в отношении, там, скажем так, многомиллионной, 240, по-моему, да, если мне память не изменяет, 240 миллионов граждан США, это, конечно, ничтожно мало в общем пределе, однако, тем не менее, все хотят в ЕС, представляете, и американцы тоже, окольными путями, но тем не менее. Но самый главный человек, который пропитан европейскими ценностями, оказался Пашинян. Вчера, значит, у него предвыборная встреча, митинги, там все, концерты. Вчера он там с армянкой из Карабаха очень серьезно поспорил. Да? А сегодня деда, простите, обидели. Значит, идет митинг. И вот этого дедушку, собственно, который как бы линул к Пашиняну и говорит: Пашинян, он на самом деле дед солдата, который погиб при пожаре в казарме в 23-м году. Значит, там тогда 15 человек погибло, а расследование, короче, замяли. Ну все, замяли. Все, нет расследования, ничего нету. И вот это все. И он там ему задавал вопрос по поводу этого расследования, своего родственника, своего внука. Да, и это такая тема локальная, внутренняя, но важная. Да, для армян. Говорят, что ты творишь, Пашинян, давай как бы проясни ситуацию, когда будет это там расследование. Тут ему сказал: тебе дали $550, вообще заткнись, и пошел вон. А люди, вот смотрите, как с дедом обращаются. Заткнули рот. Представляете? Рот заткнули. И выводят. Ну, в общем, повели его. Повели, собственно, он кричит: что вы меня крутите? Я что, террорист? Причем, что вы делаете со мной? Не, надо заткнуть рот. Многие там, кстати, поднимают эту тему и спрашивают: так а что вообще получится выиграть? Получится выиграть у Пашиняна? Есть такие скупые аналитические данные, о том, сухие, не скупые, сухие, что да, у оппозиции ничего не получится, в общем, там проведут выборы по типу, как в Молдове, да, там минимальный процент, но тем не менее, даже внутри может проиграть, но тем не менее возьмут и как подтасуют, все сделают красиво, смотрите как, такой-то десант, что зря приезжал, и так Пашинян, судя по всему, будет, и вот тогда начнется веселье уже при Пашиняне переизбранном. Но как бы обиды и претензии у армянского народа есть к Пашиняну, и он на предвыборке последних дней ведет себя максимально нервно, наверное, чувствует и понимает, что армяне не простят вот такой исход. Нет, не знаю, что не сделают, то есть там революция, не революция, но давайте так, не простят это точно. У армян хорошая память, они все прекрасно понимают, и вот таких выходок, да, ну, вряд ли они простят, когда женщина, старик на митинге, как бы, действующего премьер-министра, который хочет выбираться, продает нам европейские ценности, ну, нам, имеется в виду армянам, да, говорит: вы что? Это просто какой-то ад. У них вообще едет крыша, у этих европейцев. По-настоящему едет крыша. То ли заразились от украинцев, то ли еще каким-то образом. В общем, непонятно. Непонятно, потому что все настолько вязко и зыбко. А тут еще американцы войска из Европы выводят, представляете? Причем так собрали брифинг, ответили на вопросы. Да, планомерно, постепенно уходим. Наступят времена почище. Бьется родная в экстазе пылая, Владивосток 2000. Ли, в соответствии с заявлением президента Трампа, это будет 5000 военных, которые выводятся из Европы. 5000 военных выводятся из Европы, говорит глава
главком объединенными силами НАТО в Европе генерал Гринкевич. Как я уже говорил во вступительных remarks, значительная часть из них из бронетанковой бригадной боевой группы, которая сейчас возвращается. И Соединенные Штаты уже объявили, что ранее запланированное размещение дальнобойного огневого батальона будет сокращено, и оно там не начнется. Некоторые другие, дополнительные, небольшие элементы также будут перемещаться по мере продолжения планирования. Что это значит? Это еще несколько сотен военнослужащих. Так что мы сможем поговорить об этом чуть позже. Но общее число — 5000. Что касается вашего вопроса, как это повлияет на нас? Вы знаете, поскольку бригада, которая сейчас возвращается без замены, появилась в 2022 году, многое в Альянсе изменилось. Прежде всего, балтийские союзники, поляки и многие другие действительно нарастили свои сухопутные боевые возможности. Ничего, поляки с балтийскими отобьются тиграми. Чего? Правда, там дрон сбивал исключительно... румынские, да, румынские пилоты из, скажем так, авиагруппы, но тем не менее. Ну, какая разница? Они без нас справятся. 5000 чего? Там они нарастили группировки, мы там найдем себе замену. Вообще, конечно, американцы удивляют. Сегодня появились какие-то расшифровки, да, и какие-то тезисы из отчета Пентагона для Конгресса США. Значит, договоренность по украинскому регулированию еще не достигнута, потому что Зеленский не идет на уступки по территориям. Ключевые выводы доклада. Контакты на высоком уровне так и не привели к подписанию мирного соглашения. Переговоры зашли в тупик из-за территориальных споров и вопросов гарантий безопасности. Наступательный потенциал ВСУ парализован. Нехватка личного состава, техники, боеприпасов исключает проведение крупных операций. Крупных операций не будет, все. Наблюдается деградация возможностей украинской армии на фоне критического дефицита дронов и снарядов. Еще и дроны и снаряды в дефиците, представляете? Пока вся страна и Зеленский рассказывает в обращении, что будет и наземные роботизированные комплексы, и новые дроны, а дефицит. Россия сохраняет стратегическое оперативное превосходство над ВСУ, и с апреля 2024 года Конгресс США ничего не выделял из новых пакетов помощи, фактически переложив основную нагрузку по содержанию Киева на страны Европы. Уходят они из Европы, уходят они из Украины, а Европе оставляют Европу, и Европе оставляют Украину. Все понятно. А что это означает? Да только одно, что будут расти случай повальной и тотальной мобилизации. Повальной и тотальной. И негодование тоже будет расти. Львов сегодня всех ошарашил. Смотрите, какая. Вот, правда, говорят, русская женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Смотрите, как она входит в пылающий. Ну, там, наверное, уши горят капитально. Там матерят их дальше просто безбожно. ТЦКшников, там, наверное, копоть внутри буса. Так она выбивает стекло, спасает от угарного газа. Никто не ожидал такого, скажем так, поведения, но человека удалось вытащить. Овации какие, как на концерте Бумбокс. Овации, люди радуются, обкладывают их трехэтажными, этих ЦКшников, и радуются. И говорит, все правильно сделали. Львовский ТЦК, конечно, неправильно, осудил это все. Значит, любые противоправные действия, конечно, законная же деятельность военнослужащих, законная во время проведения мероприятий, во время работы группы оповещения в районе улицы Богдана Хмельницкого во Львове, группа граждан, агрессивные действия,
применила касательно военнослужащего, да, и военнослужащих и служебного автомобиля, значит, повредили транспортное средство, угрозу жизни создали и здоровью личного состава, а также сорвали вот исполнение, скажем так, мероприятий, мобилизации. Ну и говорят, эти действия, они там неприпустимые, в общем, в условиях военного положения, последствиями пугают. И вообще, Львовский ТЦК призывает граждан сохранять спокойствие и действовать исключительно в правовом поле и не поддаваться на провокации. То есть провокация, это куда провокатор решил, а пойдемте бить ТЦКшников, а пойдемте и вперед, и провокация. У людей, конечно, едет крыша от этой бюрократии, от этого всего, потому что они видят, что происходит на улице, они видят и отношение к ТЦК очень тяжелое. Вот, пожалуйста, село на Западной Украине, тоже шокирующая история. Выбежал из хаты воевавший отец, или нет, как там, тесть, жена снимает, за мужем приехали, а он выбежал на протезе. Ну вот на протезе. Он уже отдал ногу этому государству, а в село к ним завалились бугаи на бусе. Ну, он, в общем-то, их и прогнал. Що робиться по селах? Бусами просто серед білого дня. Останніх трактористів забирають. Последних трактористов забирают. Что вообще происходит? И вот эти годовани, кормленые, так сказать, получают главную претензию. Ну, хорошо, у тебя есть УБД. УБД — это участник боевых действий. То есть ты служил вообще, если проще говорить. То есть служил, есть УБД или нету. А те стоят, сопли жуют, понимают, что мужик как бы на протезе прав. И он выбежал защищать мужа своей дочери и делает это максимально эмоционально, потому что он свое отвоевал. У них ні УБД, нічого немає. Дивіться номера. Зараз хлопці приїдуть. Покажи, куди ти УБД, сука. Стій, почекай. Зараз машинка само їде. Мне нравится такая спокойная овчарка. Такая мирно дышащая, с языком вот это вот бегает вокруг. То есть она понимает, что хозяин справится. Не справился, слушайте. Чого? В тебе нема УБД, А їдеш, чого ви нормально, яке ти маєш спакуєте? право на це? Папа, спокійно, Яке ти відійди. маєш право? Папа! Чого ви? Чого ви, сука, не були на фронті, а зараз ви... Папу, забирай, Ром, забирай його. Тварі ебучі, Їдь на... Ну, вот так вот они и поехали, собственно. Понимаете, отношения понятны. Уже срываются все. Нет, есть те, которые шутят. Шутки, правда, злые. Вот в соцсетях в Threads пишут. Конечно, я понимаю уклонисток, всем хочется жить, но почему я должен ждать свою женщину дома уже 5 лет? Сердце сжимается каждый раз, когда она на боевых. Если бы все ухылянтки обновили свои данные, а может и мобилизовались, то уже давно бы была бы ротация. Ухилески, почему 5 лет на войне вы так и не дошли до ТЦК? И милая фоточка с военнослужащей, его девушкой. Нет, понятно, что это такой злой стёб, злая ирония, это такая злая, ну это полушутка, ясное дело. Но тем не менее, это вот в ответ вот этим всем пропагандистам мобилизации, пропагандистам вот этого варварства, издевательства и ужаса, которому это все производит. Ужаса. Просто же прет эта пропаганда. Люди пытаются от нее спастись. Люди пытаются и не идти в армию. На Закарпатье мужик пытался получить отсрочку от армии, предъявив камень из чужой почки. Прокуратура сообщила о том, что разоблачила уролога, который за $400 оформил мужчине липовые документы, выдал ему камень, ну, у него трофейный камень, который удалил из мочевыводящих путей вообще женщины с тяжелой онкологией для того, чтобы подтвердить диагноз. Ну, взяли камень, экспертиза, все, мужик с камнем, нормально. Они делают все, что угодно. Все, что угодно. А что его задержали? Ну, какие $400? Врач, ты чего? Еще и камень дал. Камень, это же драгоценный камень. Он же спасает жизни. Демпинг лютый.
Но что означает этот демпинг? Да жрать нечего, вот что это означает в тылу. Вот что означает. ТЦКшники гребут деньги, они подняли таксы, потому что на них обвалилось очень-очень большой массив запросов, да, надо всех тянуть в армию, уже там даже блатных перешерстили по второму, по третьему кругу, уже там останавливают на дорогих машинах, потому что на фронт нужно людей. Что там Сырский про потери говорил? Больше? Где? Люди бегут из страны, люди правдами и неправдами, а тут какой-то врач 400 баксов и камень еще вручил. Да сам камень этот стоит бешеных денег. Представляете? Это просто какой-то ужас. А пропаганда несется. Вот появляются, например, такие инструкторы, как вот Микита Гавриленко. И этот Микита рассказывает, что, слушайте, надо идти всем воевать, а то придет москаль и погонит всіх на НАТО. Ну, а хто як не ми? Тому що ті, хто особливо категорія, яка там на фрілансі сидить і кур'єрами замовляє собі їжу, нікуди не ходить, то я скажу банальні речі, але якщо там прийде москаль, то потім вже не буде першої групи придатності, другої групи придатності, там ще чогось, бронювання не буде. Ні, всіх просто згребуть і отак кинуть на східний фланг НАТО, просто як м'ясо. І там вже не буде такого, типу, як у нас кажуть, у нас тут жорстко. Ні, типу, це у нас ще не жорстко, у нас ще, типу, дуже м'яко і, типу, демократично. Ну, звісно, не без ексцесів, але в загальному, якби, все одно людина більше поважається, ніж якщо ми там щось втратимо, то це буде набагато гірше. Тому хто як не ми? Кто, если не мы? Кто, если не мы? В День пионера. Кто, если не мы? Пионер, будь готов, всегда готов. Вы понимаете? Придут, пугают всех какими-то страшными русскими, которые всех загребут вообще без разбору и попрут туда. Это же страшно. А у нас еще, эксцессы бывают. Ну так-то вообще. Вы смотрите, как у нас человека уважают. Человека уважают. Какой бред. Какой бы кто уважает этого человека? Вот сегодня, пожалуйста, да, значит, обстрел, да, в первой половине дня. 4 погибших на севере Украины в результате утренних обстрелов. 2 человека в Прилуках после удара баллистики. Это вот на фотографии, да. И 2 в Глухове, сообщала прокуратура. Вот просто 2 там, 2 там. Там 2, там 2. Когда особо там 24. И кто это останавливает? Кто уважает этого человека? А что за обстреливали? Что вообще обстреливали? Склад эпицентра. Почему? Потому что гражданская военная инфраструктура перемешана, все скрывается, конспирология, все конспирация, точнее, вот это все, и как бы нельзя. Ну и вот, пожалуйста, а потом вот убили гражданских, понимаете? А что в ответ? А в ответ триумф удара по Москве. Правда, уже эксперты украинский эксперт по авиации Романенко вообще не выдержал, говорит, слушайте, а как-то это вообще как-то, если тут с экспертной стороны посмотреть на этот обстрел по Москве, которому все радовались несколько дней, с часов, когда это случилось, ну как-то не очень виглядить. Ну, така ситуація, якщо дійсно там прилетіло 1000 безпілотників, то це означає, що ми витратили на цей удар порядка $100 мільйонів. От. Я сподіваюся, що не всі вони прилетіли на Москву, а десь в регіонах вони таки нанесли якісь ураження. Поки що так виглядає, що це не досить так тріумфально, скажімо. Да, нам приємно. Всі отримали величезне задоволення від того, що по Москві прилетіло. От. Але бажано підкріпити це серйозними результатами. Деньгами он меряет, потому что он эксперт, он понимает, а если толк? А если толк тратить такие деньги? Он вьетнамцы. Все говорят, технологии. Вот, пожалуйста, технологии. Вьетнамские военные показали класс, как из, дерьма и палок создать нечто смертоносное, убийственное для нарушителей, тех, которые на незащищенных лодках, те, которые там какие-то убегают на каких-то простеньких катерах, моторных лодках. Маленький катерочек, манюненький, там вот, смотрите, винтик какой маленький. Они взяли из РПГ туда, присандалили заряд и запустили. Bộ đội sẽ điều khiển tàu cơ động trên mặt nước hướng tới mục tiêu. Khi chạm vào mục tiêu, quả đạn B41 nổ theo nguyên lý chạm nổ, tiêu diệt mục tiêu. Đó là nguyên lý hoạt động của sáng kiến USV cảm tử, mô hình một con tàu điều khiển từ xa có gắn quả đạn B41. Да, вот так это все и выглядит. Все уже идут по этому пути. Весь мир, в чем уникальность разработок? В деньгах, в отмытых деньгах, на оборонке, на фортификации, на защите.
в Ермаке, о котором мы немножко выше сегодня шумели. Ну, мы-то пошумели, но шуметь на самом-то деле страна продолжает. Да, по большей части на кухнях, да, по большей части понимают, что это какой-то цирк, да, как собирали эти залоги. И все-таки главное-то, оно все равно осталось. Воры, ворюги, понимаете? И люди, украинцы, это все понимают. Кто-то смирился, кто-то нет. Но в общей массе, конечно, нет, на фоне того, что они творят. Как пытаются мужиков выкурить из Европы, как пытаются поймать всех на свете, пугают злыми москалями, которые погонят всех на поляков туда, на НАТО. Как промывают мозги. Украинцы злые. Вот, пожалуйста, журналистка попыталась связаться с одной из фирм, которая внесла часть, ну, такую немаленькую часть, да, из 140 миллионов, хотя там было, собрали 154, за Єрмака. Дівчатки, віддихаємо, до свидання, говорить мені директорка підставної фірми, яку я питаю, звідки 10 мільйонів на заставу для Єрмака. То есть она нашла там список фирм, да, это же все публичная информация, берет, звонит. Девочка, кстати, это вот Ермак с 10 миллионами, а девочка это рядышком. Это эта девочка. Она просто хозяйка фирмы. 10 миллионов взяла и отслюнявила. А что, все скидывались, и она скинулась. Чего не скинуться-то? Який громадський корупційний центр, дівчатки? Віддихаємо, все, до свидання. Какой там общественный коррупционный центр? Девочки, отдыхайте вообще. Вы что? Кто ты такая? Откуда вообще мой номер? Что это вообще такое? А, он там засветился, да, во время. Ну, вообще не звони сюда. Отдыхай. Отдыхай. А вдруг война, а ты уставшая? Вона посилає віддихати нас, але сама, бачу, непогано відпочиває по Амстердамах і по Буковелях. Мабуть, дохідна, дуже прибуткова справа застави за Єрмаків вносити. Тепер в мене серйозне питання до начальника Держфінмоніторингу. Пане Пронін, а як ви перевіряли фірми, які вносили застави за Єрмака, якщо, наприклад, ось ця її фірма за 2025 рік отримала нульовий дохід? Да ладно, ничего не получила фирма. Просто фирма мертвая висела. Целый год ничего не получала. Ну, подождите, ну, может, в 25-м, ну, может, в 26-м начала работать. Ну, это же тоже это бизнес. Хочу веду, хочу не веду. Ну, там кто-то помогает. Барышня, как бы, может и на содержании у кого-то побыть. Что ей там, бедной, там, вот эта вот деятельность розвивати. І звідкись тепер має 10 мільйонів за Єрмака? А друге, 135 тисяч цієї фірми було в 25-му році на балансі. А зараз 10 мільйонів. Всього за 5 місяців. Пронін, ви не перевіряли, давайте відверто, усіх цих фірм, бо ваша вказівка була вам від Єрмака закрити на них очі. Да, ну так а чего, нормально. А кто их проверял? Да не, все честно, взяли, внесли, фирма, все. 135 тысяч гривен было на балансе. Лежали просто, ждали своего часа. А тут раз и 10 миллионов. Ну, повезло. Повезло. Клиент хороший попался, еще что-то. Может, гадалка нагадала. Понимаете? Ну, вот там. Кому-то дорогу в дальнюю казенный дом, а кому-то бубновый интерес. Почему и нет? Вообще, конечно, многие сейчас ловят себя на мысли, что происходит... Ну, вот какая-то, вот где-то это все уже было. Где-то это все уже было. И как-то вот вспоминают периодически слугу народа, который так всех поразил, который сделал из Зеленского того, кем он есть, в большинстве своем. Именно «Слуга народа» этот сериал. Ну, вот там был такой эпизод. Точнее, не в самом сериале, а в бекстейдже. Ось ми знімаємо в тюрмі, дивіться. Така маленька реформа в голову прийшла. А що, якщо б чиновники, держслужбовці нашої країни хоча б один раз на рік побували в такій атмосфері, а може навіть переночевали бы? Вы представляете, стоит куда-то такая реформа в голову. Он уже знал тогда, что он и пойдет, что он пройдет, все уже было предначертано, все уже было, собственно, согласовано, некоторые люди говорят. И он говорит, представляете, а вот если бы вот такая реформа, каждый чиновник, да, вот раз в год хотя бы, да, вот побывал бы в такой атмосфере, СИЗО, может, переночевал бы. Как это сейчас смотрится в отношении его любимого главы офиса президента Ермака? Ермак 3 ночи переночевал, не 1 ночь. А дальше он так выражается, что с позиции сегодняшнего дня как-то мурашки по коже.
тюрмі. Мені здається, що це пішло би на руку кожному громадянину України і їм. По-перше, пішло би на руку. Я думаю, что они бы прочувствовали с этой атмосферой и меньше бы точно хотелось воровать. Прочувствовалась бы атмосфера, и меньше хотелось бы воровать. Но он там говорит, каждому гражданину Украины это было бы на руку. Но он подразумевает по тексту, чтобы чиновник хоть один раз в жизни или в год там провел ночь в СИЗО. А получается, что каждый гражданин Украины, которого взяли, запхнули в это СИЗО, из СИЗО устроили из ТЦК, где там условия мы вчера смотрели, это же просто ужас какой-то. Хуже тюрьмы, хуже. Все пропитались этой атмосферой. А все и пропитались. А все вот так вот на одну ночь, ну на 3, как Ермак, и забегают. И то потому, что выходные. Ну вот так. Пропитались вот, и всем пошло на пользу. Какая польза? Ну он же посадил. Ли Кван Ю на минималках посадил родного друга. В стране, где 140 миллионов забирают, люди, вот сегодня тоже в новостях поразились двумя вещами. Во-первых, цены на проезд поперли. Во Львове, кстати, уже подняли, в Киеве там что-то обсуждают, пытаются там, да, и там в других городах. То есть цены на проезд уже все. То есть ты уже нормально не поездишь. Существенно выросли. Ну, а другие там особо продвинутые говорят, а что такое, в Макдональдсе нормально поесть нельзя? Взяли все, тоже подняли в цене. Ну, какие Макдональдсы? Какой проезд? Тут, в принципе, все обалдевают от цен. Вот классика этого периода года. Некогда очень сезонная черешенка. Так, незламні. Це вже дуже потужно, чи ще не дуже потужно? Це пиздец. Вы понимаете, он взял одну черешенку, взвесил на кассе, и она у него 13 гривен. Одна черешенка. И он говорит, взвесил, показал, вот так вот, одна черешенка. Некоторые вообще ходят и смотрят в эти супермаркеты, блоги снимают, куражатся, как в музей ходят. Как в музей. Ёб твою мать, вот это цены на горох. Смотрите, молодой горох за килограмм косарь. Прокомментируйте, пожалуйста. Инфляция Украины. Это правда юмор. Молодой горох, смотрите, горошек. Косарь. 1000. Не, ну это сельпо. 999. Откуда он приехал? На жаль, не володію такою інформацією. Мені сказали, що в сільпо дають пробувати. Я хочу попробувати горох за 1000 гривень. Давайте, хорошо. Представляете, дают, ну давайте, конечно, попробуйте. Горох за 1000 гривен надо попробовать. Я не откажусь от 2 стручков гороха за 1000 гривен. Сейчас я скажу вам, стоит его брать за 1000 гривен? У меня сегодня дегустационный сет в сельпо. Кубик рыбы, 2 стричка гороха. Да. Я так понимаю, это ужин складывается. Мало взял, не важно. Мало взял. Ну, так пошел, всего деликатесов поотведал, всего по чуть-чуть и нормально, уже наелся. Бешеная инфляция в стране. Бешеная просто. Вот о чем шумят люди в Украине. И в этот момент миллионы гривен вот так вот за там, пару дней, в то время, когда там сборы все стали. Почему врачи берут по $400 и еще и камень тебе дают какой-то больной женщины? Почему они берут на ВЛК смешные по расценкам ТЦК 5-6 тысяч долларов, которых цен уже давно таких нет, уже там пару лет так точно? Почему? Потому что надо как-то, ну, хоть немножко черешенку, хоть 2 купить штучки. Ну, черешня, понятно, отдельная история. Это в Мелитополе росло, да, там сейчас остались, конечно, в Одесской области, но и то там на юге беда. И опасно, и все остальное. Но, то есть, понятно, что уже нет этой черешни мелитопольской. Дефицитный продукт только из-за границы, но не за 13 гривен штучку. Люди обалдевают от этих цен и пытаются выжить. Это тоже коснулось даже вот этой замечательной дамы, замечательной в кавычках. Это уполномоченная по защите украинского языка Ивановская. Говорит, нужно на 10 умножить для системных
нарушителей штрафы в Украине за нарушение языкового законодательства. Сейчас сумма первого нарушения от 3400 гривен до 5100 гривен. Ну, 5 килограмм гороха из сельпо. А повторное нарушение теперь от 8,5 тысяч гривен до там, 12 тысяч гривен. Надо умножить на 10. На 10 перемножаем, мы видим, что это 34 тысячи гривен, первое нарушение, и вот, пожалуйста, 51 тысяча гривен. А вот если второй раз нарушил кто-то, то там почти вот 120 тысяч, вынь да положь. Если особенно рьяный, там же это ж оценивается все, понимаете? Ну а чего? Инфляция. Инфляция. А люди дуреют неимоверно. В Киеве прибежали какие-то мамашки на детский футбольный матч. Ну, это, и давай тренера давай, так сказать, крепить. За то, что он на футболе с ребятней, которая играет, руководил, ну, ситуацией на поле футбольном по-русски. Говорите з дітьми російською мовою, мені треба ваше А ми дозволяємо. Хай говорять. прізвище, назвіть своє, будь ласка. То есть рядышком говорят, там другие родители говорят, а мы вообще позволяем, пускай говорит. Ну, как бы мы отдали детей, он их учит играть в футбол. Время вообще ужасное в отношении этих секций. И нужно, давайте честно, памятник поставить тем родителям, тем, которые там еще... Они это все ж не бесплатно, понимаете? Они там скидываются, платят этому тренеру за тренировки. Они как-то вот пытаются как-то развивать этих ребят, своих сыновей, чтобы они думали там о спорте, равнялись на каких-то футболистов, украинских, не украинских, западных. Говорит, мы разрешаем. Женщина говорит, кто ты такая, что тут пристала? А это провокаторша засланная. Она прямо поперла и снимает тренера. И вот видите, сейчас сделаем его публичным. Нарушитель языкового законодательства. Интересно, это что это за нарушение? Это насколько потянет? Ну, представим, что первое. Івановська взяла 51 тисячу. Ви тренер дитячого футбольного клубу. А ви хто такі? Я звернулася до тренера дізнатися прізвище. Яка вам різниця? Ви самі розберетеся. Не чіпайте мене. Я не чіпаю. Не чіпайте мене. Все, Киев, стадион Национального университета, матч между клубами. Победитель город Киев и Чайки, клуб Чайки, Петропавловская Борщаговка. Лукашова вчера вспоминаю про Чаек, помните? Вот с этой агрессией. Чайки с помойки. Но это не про ребят из Петропавловской Борщаговки и не про, конечно же, не про этого тренера. Это про вот эту чайку, которая налетела со своим языком. Саня, в чем твоя проблема? Только когда ты мне дал передать. Сань. Общается на языке с воспитанниками, языке агрессора и террориста. Представляете? И на фоне там звук, да, когда он подбегает к кромке поля, говорит, Саня, что ты ему отдал передачу туда, как ты... Короче, ну, как бы советы... Учат детей в футбол играть. Покатайте мяч, не надо его вверх пулять. Тебе рукавицы. Язык украинского футбола украинский. Он омосковщивает, или как... даже не найду, орусел, орусевает, да? Омосковщивает украинских детей. Представляете? Это преступление. Так она, понимаете, это же она не успокоилась. Она там сама поприставала, родители оттеснили, сказала, пошли вон, кто вы такая, тут сказала, что дура пристала какая-то, и пошла. Она к судье побежала футбол. Это 2 детских клуба играли, да? И она побежала в спортклуб «Чайка». А вы слышали вообще, судья? Добрий день. Назвіть, будь ласка, прізвище тренера, який говорив російською під час заходу. Ужаленная в задницу, а может и в головной мозг. Судья судья тоже набегался. Детей судить непросто. Ну, вы же понимаете, то есть взрослых там, конечно, по-другому, там скоростя другие, там, ну, короче, он отпахал, судья, он вышел после матча, а тут прибегает эта полоумная. Нема розборчиво. Нема розсередина, що мене. Добре, яка команда? Це ж Чайки, так? А який рік мені якось... Все, тоді я визначу через клуб. І я вас дуже прошу. 14-й год.
Это, по-моему, очень символически. Ну, как бы имеется в виду, что 14-й год, то есть 12-летние ребята играли. Короче, 14-й год, это типа он год рождения говорит. Ну, это вот, эта команда играли 14-го года, 14-го переломного года Украины, понимаете? Когда вот эта вот вся нечисть повылазила, и что им надо 12 лет было, чтобы вот настолько охаметь. Все, спасибо, буду иметь в виду, как бы, ну, а что ты, судьи? Но сам факт, она поперлась к судье, понимаете? Они вообще подурели с этим языковым законодательством. Это уже даже до смешного доходит. Люди сміються в соцсетях, в тіктоках. В Україні планують посилити відповідальність за порушення мовного законодавства. Штрафи можуть зрости до 119 тисяч гривень. Дозвольте уточнити, це нові правила і штрафи для індусів? Бо такими методами можна не любов до української мови виховати, а навпаки, викликати у людей роздратування і відторгнення. Да, можно. Так это так оно и вызывает. Но они особо вонючие, поэтому их так вот, как судья отошел от этой вонючей. Но это же просто маразм. Футбол. Футбол. Знаете, что вообще, как бы, кроме вот этого нарушения, материться еще нельзя в публичных местах особо рьяно. Ну, там понятно, что им по 12 лет, они там все матерятся, тем более футболисты. Да? Ну, тоже можно. Полицию давайте вызывать. Чего нет? А индусов, правда, это будет касаться? Индусов. Люди просто в шоке от этих индусов. Пранки снимают. Говорят, к бабкам подходят, говорят, а вы хотите там, чтобы индусы тут с вами жили, их тут поселят. Они там отвечают смешно, это все. Люди уже, они сами просто. Но это смех сквозь слезы. Конечно, пускай нас всех Бог благословит. Ты знаете, это ж надо еще таких идиотов найти, которые своих мужиков истребили, а вот чужих завозят. Ну вы поняли, да? Да, мы все поняли. Все уже все поняли. Все обо всех все поняли. Близится, ну, как бы сдача, они сейчас как-то там по-другому называются, было ЗНО, внешнее оценивание, это типа, ну вот в России ЕГЭ, в Украине ЗНО, они сейчас НМТ как-то, короче, какие-то тесты, в общем, как-то по-другому немножко переименовали, это ж нова украинская школа, ну, в общем, и люди готовятся сдавать эти тесты, и очень часто по скайпу приглашают репетиторов, есть прям такие прям отдельные аккаунты, которые там, ну, девочки, проживешь на эту зарплату учительскую, конечно, они берут как бы детей и по там скайпу, зуму, имеется в виду по видеосвязи, включаются, их там готовят, их готовят. И это, я не знаю, меня это просто порвало, вот эта ситуация. Это вот конкретно на страничке девочки, учительницы, которая там преподает, да, онлайн, у нее, в принципе, она эту страницу учитель завела для того, чтобы клиенты были, ну, имеется в виду подготовка к вот этим тестам, да. И это просто разрыв. Ребята, я минут 15 смеялся после этого. Індустріалізація від слова індус. У нас зараз в Україні індустріалізація. Да! Индустриализация! Индустриализация! Написали, ну, понятно, там старшенькие дети, но тем не менее, написали этой учительнице, она не может тоже сдержать смех. Индустриализация! Ой, народ. Що ж ви так по-больному, по-болючому, так? Індустріалізація. Індустріалізація – це побудова важкої промисловості. От, власне, на заході України після Другої світової війни у нас проводилася індустріалізація. Кем? Кем проводилась индустриализация, но не индустриализация после Второй мировой войны? Кем? Кто строил эти все? Тяжелую промышленность, легкую, всю промышленность. А параллельно санатории, вот это все. Кто там это все строил? У вас на Западной Украине. Индустриализация после Второй мировой, после Великой Отечественной. А сейчас индустриализация. Некому строить сейчас. Некому вообще ничего строить. Понимаете? Вот ТСН решила вражата и дальше. Пригласили блогера и доцента
Киевского национального университета Шевченко Михаила Высоцкого. Кажемо, наприклад, про інженерні спеціальності, то зрозуміло, що на інженерні спеціальності дуже сильно вплинуло те, що багато хлопців зараз вже після 11-го року їде за кордон. Я думаю, ні для кого не буде секретом, що багато 11 класів стоять напівпорожні, якщо ми кажемо про хлопців, бо цілими класами їдуть кудись вчитися в Варшаву, в Прагу. Не тому, що там краще навчання, а тому, що, звичайно, що батьки хочуть, щоб їх діти вчилися в спокійних умовах, батьки хочуть, щоб їх діти вчилися онлайн, офлайн, щоб їх діти не сиділи під час тривог в бомбосховищах. Якщо Представляете, какие... Ну, это они виноваты, эти родители. Негодяи родители. Они хотят, чтобы не сидели дети, представляете? Хотят, чтобы учились, а не в бомбосховищах. Где-то я эту фразу слышал. НАПО начинается, Нарошенко заканчивается. Ваши дети будут сидеть в подвалах, в бомбоубежищах. кажемо про хлопців, то, мабуть, знов-таки це певним чином впливає, бо багато матерів бажають, щоб їх хлопці поїхали зараз, бо мають певні опасіння, що потім вони не зможуть виїхати. І тому для спеціальностей, де, наприклад, було багато хлопців, зараз ситуація з набором дуже складна. Зараз недобір на майже всіх інженерних, на майже всіх технічних спеціальностях. І хоча ми кажемо, що нібито інженерія всім потрібна, хоча ми розуміємо, що без інженерії не буде нової зброї, не буде війська, не буде технологій, але ми це кажемо, але не маємо людей, які б хотіли цим займатися. Индусы будут оружие строить. Это, кстати, к вопросу вчера в эфире с Арестовичем, он маленький брежущий лучик надежды, что инженеры как бы победят Бандеру. Так вот на следующий день, вот смотрите, этого Коновальца хотят везти, Мельника везут кости в Украину, а инженеров нет, не хватает. То есть вроде как и надо, война же, дроны, все дела, там авиация, там малый воздух. Нет. А где мужиков брать? А кто? Они же будут становиться, эти дети, мужчинами, да? Инженерами. А никто не хочет, они там будут учиться. Они будут учиться там. Ну, довоевались. Мне вообще кажется, что это история, как вот спасти Украину. Она напоминает вот этот случай, о котором сегодня сообщили, случай, который произошел в Крыму. Значит, это рентгеновский снимок. Вообще ситуация ужасная. Строитель в Крыму выстрелил случайно, понятно, не специально, случайно, выстрелил в себе в лицо из гвоздезабивателя, ну, пистолета. И вы представляете, этот гвоздь остановился в 2 миллиметрах от мозга. Уникальнейшая операция, об этом сегодня рассказали, то есть это ну, вот так достать, это неимоверно что-то. Вот это вот Украина сейчас, понимаете? Вот это вот Украина. Осталось 2 миллиметра до мозга. Мы выстрелили себе гвоздем в голову. И вот нужны какие-то, ну, давайте так, политические инженеры, я так выражусь, да, с нормальным образованием, чтобы не индус реализацию украинского общества и украинского политического сегмента, а нормально тяжелую промышленность политическую как бы возродили и спасли вот этого пациента. В 2 миллиметрах вытащили, чтобы он жил хотя бы. Понятно, это там дырка в черепе будет долго еще, скажем так, напоминать о себе. Понятно, что это не быстрый процесс, но надо кого-то найти. Но у нас другие герои. Усик. Классный герой. Чего? У него бой там вот скоро будет. 24-го, кажется. Да, 24 ночь с субботы на воскресенье в Египет поехал. Смотрите, какой Усик, какой он молодец. Битву взглядов с голландским боксером Рико провел. Ну вот это путь. Какие инженеры? Морды бить, воевать, вот это вот все. Спорт, великих достижений. Ну, посмотрим, что это будет за бой. Понятное дело, что множество все ставят на Усика, а там вообще, конечно, как звезды складываются. Сегодня, кстати, они очень удачно сложились. Для многих украинцев, которые, с одной стороны, конечно, ходят и поражаются, что звезды, астрологи, там все эти дела, там небесное светило, как это влияет на нашу жизнь. И там но говорят. Но
У Вероники фэншуй после всех дел подписчиков в телеграм-канале прибавилось, я проверял. Поэтому завершим сегодняшний шум вот такой информацией. 21 число. В 21 по Киеву и Москве. Да. Парад планет. Значит, ночью Луна, Юпитер, Венера выстроят 21 число имеется в виду по началу дня. То есть это вот ночью можно будет наблюдать. Значит, очень редкое астрономическое явление. Можно будет в ближайшие 3 вечера сразу после заката видеть, как все тела небесные, Луна, Юпитер и Венера выстраиваются в такой своеобразный парад. Будет хорошо видно даже без телескопа, но если, конечно, там не будет дождя. Поэтому, товарищи, вот все говорят, не смотрите наверх, не смотрите наверх. Давайте посмотрим наверх. Может, нам этот парад планеты, эти звезды что-то хорошее уготовят. Хорошее, а не как всегда. Так, что у нас, собственно, стряслось, пока мы здесь шумели? Значит, кроме всего прочего. Так, значит, ну, очередные, конечно, тут истории там с ТЦК и везде. Вот сообщают, что Чехия планирует ужесточить предоставление гуманитарной помощи украинским беженцам. Чтобы выплаты получать, надо новые требования по работе, там, проживанию, регистрации. То есть все, там гайки подкручиваются, это понятно. Чехия — это дело такое. Значит... Так, значит, тут... Ну, понятно, тут всякие эти моменты. В общем, посмотрим. В общем, Трамп на Иран не напал, все вроде как нормально. Сообщают о том, что за сутки 3 раза атаковали депо номер 6 новой почты в Харькове. Сообщила пресс-служба компании потерю посылок, которые шли через это депо. Ну, в общем-то, обязательно компенсируют. Но вот по большому-то счету главное то, что это вот как страна с гвоздем в голове. Эта страна на самом деле сейчас переживает, ну, такую очень тяжелую свою бурю, очень тяжелый свой период, да. Вот, собственно, завораживающее и одновременно напугающее ввиду этих обстоятельств, ну, тоже символические кадры, как над Киевом сегодня громыхает, и была тройная молния. Тоже креститься надо. В общем, конечно, можно сказать, что новое климатическое оружие россияне испытывают, но на самом деле пора что-то делать. Вот такой итог сегодняшнего шума. Так, друзья, значит, были ли вы пионером, да? Вот такой опрос сегодня был. 2% говорили, что нет, потому что я из другой страны, в общем, не попал. 8% были только октябренком. Спасибо большое, что смотрите шум и проголосовали. 17% сказали, что нет. А 73% что да. Странный результат опроса. Как у Зеленского, понимаете? Вот такие дела. Спасибо большое, товарищи, за то, что сегодня в День пионерии побывали на нашем шуме, что пошумели вместе. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк, это очень важно для Ютуба, потому что Ютуб видит подсанкционный канал, а это если вы украинец или россиянин, да, то есть потому что в Украине заблокировала Украина, а в России тоже есть проблемы определенные, да, с Ютубом. Не у всех, но у многих. В общем, большая просьба поставить лайк, потому что
каша у алгоритмов Ютуба, и поэтому вот это вот черти что происходит, это очень важно. Поставьте, пожалуйста, ваш лайк. Что вы оставили, собственно, сегодня ну, начнем давайте с сообщества YouTube сегодня. Так, приветствует Севастополь, спасибо. Уважаемый Александр, к вам такой вопрос. Оксана пишет. С чего, на ваш взгляд, Зеленский и компания боятся или не боятся, но не хотят придавать собственной огласке? И варианты. А. Воровство, крупные размеры. Б. Запрещенка употребления и управления государством в состоянии измененного сознания. В. Мужеложество, вынесение на публику антихристианских норм и дискредитация института семьи и ребенка. Очень интересно ваше мнение. Смотрите, из этих вариантов, Оксана, что вы привели, я все-таки запрещенку. Я запрещенку выбираю, потому что воровство все и так понимают, что воруют, и все сейчас вообще все поняли, да, но безнаказанность порождает не опасный этот момент. Мужеложество и вынесение на публику плевать всем на антихристианские нормы, Зеленскому, в принципе. Ну, а вот запрещенка — это единственное, что может сыграть. Поэтому все так ополчились на Мендель, поэтому все так вот от Мендель, да кто она такая, да что она такое. Так она говорит то, что все знают. А вот когда у нас анализы появятся, когда-нибудь, ну, условно, кто-нибудь, ну, это тоже ведь на самом деле работа спецслужб, протоколов и так далее, например, какахи или другие жидкости Зеленского соберет для того, чтобы нормальный, не Пальчевского, а нормальный анализ провести. Да, секретно, не публично, которому никто не поверит, это будет неофициально, но покажут нам, смотрите, какаха Зеленского или там баночка и вот анализ, вот это он, все, пожалуйста. Не, конечно, скажут, что это какой-нибудь врач за $400 продал кого-то другого, сказали, что Зеленского. Ну, в общем, вы понимаете, эту ситуацию будут докручивать и дожимать. Ну, еще, возможно, конечно, не в контексте мужеложества и антихристианские там и дискредитации института семьи и брака. Это личные отношения, может, Зеленского и Зеленской. Они вот таких впечатлительных теток украинок, которые там домохозяек, ну так образно я беру домохозяек, закавычено, которые от него фанатеют. Вот тут такой электоральный удар. Ну, вообще, конечно, вариант Б. Петр, вопрос. Александр, Путин прилетел в Пекин с заготовленными порядка 40 соглашениями. Трамп же летел в Пекин как ванкорец, ни с чем. Непонятно поэтому, зачем с ним тащилась вся свита. Как это? Засвидетельствовать, прежде всего, почтение Трампу. Вот для этого. Ну, то есть, чтоб... Ну, Трамп. А вы что, я с Трампом в Пекин ездил. Вот за этим. А ему и не надо, ему не интересны вот эти все соглашения. Он все, что не подписывает, какая-то вот такая очень общая какая-то хрень. Зеленский это вкурил, просек, и давно он это, кстати, с Минских соглашений еще просек, и вот это вот все там, ну это типа такой, да, общая рамочная, Ермак, вот это, помните, с Козаком еще был, который в Кремле, они коммуникацию держали, и Козак потом вспоминал, говорил, что мы хотели там подписать, а они хотели рамочное подписать, ни к чему не обязывающее. Вот это вот такой стиль, да, а не конкретные договоры со сроками, сторонами, условиями и так далее. Это вот такой стиль политики просто. Вот он проявился. Причем, смотрите, подарки никто и выбрасывать не будет. Рожи корчить на приеме Сечин, ну, Сечина параллели с Маском не очень, ну ладно, не будет, например, да, там по-другому все пройдет в этом отношении. Хотя вот будем наблюдать завтра целый день, да, будем следить за этой ситуацией. Значит, клуб зрителей Шелеста. Спасибо, друзья, что поддерживаете и что оставляете свои мнения, вопросы. Жан пишет. Не кажется ли вам, что Путин стал слишком мягким, и его народ перестал абсолютно понимать методы ведения войны? Ни одного эксперта не встречал, который мог бы объяснить такую тягомотину. 5-й год войны. Даже Донбасс не захватили. Демилитаризация такая успешная, что теперь дроны каждую ночь атакуют Россию, и все идет по плану. Смотрите, объяснить можно, но мы не понимаем, насколько вот что за этой мягкостью Путина и за этими 5 годами. Что именно, понимаете? То есть есть ряд предпосылок, сегодня мы там затронули в начале шума вот это ядерное сдерживание как игру других. То есть
еще раз, Путин совершил ошибку, что вторгся. Ошибку. Хотя там же непонятно было, понимаете, то есть там поперли бы ВСУ на Донбасс, на Крым, то есть там рано или поздно бы... Короче, насколько это ошибка с точки зрения положения России и россиян, именно что военным путем вот таким. Можно было еще побряцать оружием, понимаете, можно было там еще чего-то сделать, но вот именно сухопутным образом это ошибка. Но, опять-таки, история рассудит. Может быть, просто откроются карты, когда начнут уходить вот эти политики центральные, да, фигуранты этого всего. Да. Возможно, мы что-то узнаем. Хотя вот тоже вот Мерц пришел, мы ж ничего там Пришельца не узнали, да, там, хотя там Аланд книгу написал про Минск. В общем, возможно, мы что-то узнаем немножко позже, с точки зрения именно противостояния с Западом. Потому что Путин четко понимает, что с кем он воюет. Не воюет он с ВСУ, он воюет с вот этой вот машиной. А Россия могла просто и, как вот в начале вторжения они шли на одну войну, а получили другую, да? Они могли просто не справиться. И нужно было время, чтобы шахеды те же купить, переделать под Герани, заручиться там контрактами прямыми, о которых известно, о которых неизвестно. Это тоже большое дело. Поэтому, может, это не мягкость как раз-таки, а вынужденность. И вот сейчас к этому градусу эскалации, который растет, сейчас более-менее готовы. Да? Хотя тут все кричат, что не готовы. А почему кричат европейцы и Украина, что не готова Россия к этой градусу эскалации? Они так знают Россию хорошо? Нет. Они так кричат, потому что они сами понимают, что они на пределе. То есть тут же тоже такая битва взглядов, как у Усика с этим Риком. Понимаете? Да, это цинично. Да, это миллионы жертв, судеб. Россияне получают дроны. Да, это не оправдывает. Я вас понимаю. Но Украина вот получает эти дроны и ракеты по себе. И сколько жизней можно было избежать, как если бы там весной 22 года все быстренько взять, разрулить. Вообще на феноменально классных условиях. Поэтому зачем это все было, мы узнаем, когда это все закончилось. Ну, имеется в виду, не узнаем. Во-первых, узнаем, а во-вторых, сможем спросить, да, потому что поймем, чем закончилось. Так. Угу. Так, спасибо большое. Очень такое бурное обсуждение, много сообщений в клубе. Люди переписываются там по поводу, что такое Украина, в общем, зачем такая Украина, Россия, зачем такая Россия, Украина, в общем, дискутируют. Ребята, очень интересно вас читать, иногда захожу, как не иногда, часто захожу, читаю, даже там как-то общаюсь. Спасибо большое. Так, чатик, что у нас с чатиком, друзья? Испания, Мадрид, кто-то написал. Спасибо, что там смотрите. Из года в год мы живем все хуже. Когда мы скажем, что жить стало лучше. Классный этот самый. Хочется, мне сразу вспомнился вот этот момент, о чем говорят мужчины, кажется, или день выбора. Нет, о чем говорят мужчины. А когда будет лучше? А лучше уже было. Лучше уже было, понимаете? Так, вопрос. Ваше отношение к захоронению нацистского коллаборанта Мельникова. Не Мельникова, а Мельника. Значит, и это даст потужности Украины? Евгений из Швейцарии спрашивает. Добра и света Александра. Евгений. Ой. Во-первых, это, конечно, тычок в пику денацификации. Это что-то из разряда, типа, с банковой или без банковой, да, но мы продолжим защищать суверенитет. Но понимаете, в чем дело? А нужен ли такой суверенитет? Вот опять-таки, кто решил, вот я украинец, да, что для меня Мельник герой? Смотрите, Бандера, вот это все, там песни вот эти, это все, посмотрите, это все превратилось уже в какую-то такую, некоторая там себя в 14-м, 22-м, абсолютно нормальные русские люди, да, но обиженные на вот эту войну, на вот эту несправедливость, там, на, что русские враги, называли себя бандеровцами, потому что мода такая.
да? Зеленский хочет стать новым законодательным МОД. Ему нужны новые символы. Но, ну, смотрите, он же хлопал вот этому в Канаде нацисту в парламенте. И тогда там, если отделался, Трюдо тогда был, там он вообще еле отделался от того скандала или отмылись. А сейчас борец за независимость, там, вот, Мельник. Во-первых, он Бандеру ненавидел, это внутренние войны. То есть, а что делать со старым символом? Во-вторых, конечно, тычок в пику денацификации. Но в-третьих, это очень важно. Но Мельник не мой герой, как и Бандера. То есть, ну, не мой. И таких украинцев много, которые, как бы, ну, нужны новые знаки, символы, которые связаны будут с Зеленским. Ну, вот Бандеру вытащил Ющенко. Он ему присвоил героя. Янукович потом пришел президентом, отменил, потом опять, короче, вернули. В общем, вот эта вся чехарда, помните? Вот Зеленскому нужен тоже кто-то. И вот они сейчас будут лепить из Мельника неимоверного человека, хотя там, ну постойте. Там, если про Бандеру можно там что-то дискутировать, а где он там, что он там мог, а кто он был такой. А вот про Мельника нельзя дискутировать. Ну, то есть конкретно все. Да, там поссорились, отправили, ну, выпустили и одного, и второго, и Мельника, и Бандеру. Зачем? Ну, чтобы они потом гадили. И долго же гадили, долго там не могли выкорчевать вот этих товарищей по лесам Западной Украины. Поэтому, ну, Зеленский это выстрел в ногу. Опять-таки, бедный дед крутится, наверное, как юла в гробу. Хотя там тоже такой специфический дед был, да, из там ментовских, ну, как ни крути, ну, герой, награжден, в войне воевал, реально воевал, то потом, что уже было, это уже дело такое. Он предал всех. Он предал тех украинцев, да, которые, ну, с другой стороны, тут еще один есть нюанс. Он понял, что время пришло. Ну, а что, памятники все снесли. Молодежь, видите, как у них индус-триализация молодежи. А вот когда индус реализацию начинают в школе учить, то тут у Мельник герой, чего нет. Так, ощущение, будто это никогда не закончится, уже нет сил терпеть. Согласен с вами, у меня тоже периодически такое ощущение, но осталось недолго. Лучше впереди, вот пишет тоже пользователь судьей Ева Браун, ник. Надо верить. Спасибо, Ева Браун. Лучшее действительно впереди. Ох, пошли по этой теме нацистской. Так, Одесса и Приднестровье, когда станет Россией? Ну вот смотрите, не просто так опубликованы эти планы. И вот эти все там поползновения, там окучивание Санду, рассказы, а там мы Приднестровье, там вообще зайдем, там быстро все, если Молдова разрешит. Да, но смотрите, тут же тоже очень важно. Как захватывать? Ну, там, все говорят, нет человеческих ресурсов. Так нет человеческих ресурсов. Вот все показывали вчера битву за Степногорск, как спецподразделение Артан спецура выбило там каких-то... ну, смотрите, и к одним, и ко вторым надо с уважением. Поэтому я тут применяю слово там доходяг. Это не в том плане, что, ну, немногочисленных, давайте там, занимающих позиции россиян, да, выбили из Степногорска и типа освободили город. Война так ведется. Так вот, когда перерезать всю логистику, сообщения, пути, погасить свет, погасить воду, вот это тут все провести комплексно, так это Причерноморье и упадет в ручки, понимаете, в корзиночку. Вот это вот как волк ловит яйца. Помните вот эту пионерскую игру? Вот это вот там. Волк ловит яйца. Классная такая была. И это на раз брык-прыг покатилась и упала. Ну, вот так это все будет делаться, понимаете? Так, все будет хорошо, согласен с вами. Так, Саша, неужели до сих пор есть еще такие граждане Украины, не только которые верят, что в Мариуполе, Крыму, на Донбассе Россия гнобит украинцев? Ну, верят же, Елена, верят. Верят, и пропаганда, вот, все, всех запрут, свяжут, окучат, на фронт отправят, погонят на восточные рубежи, да, на этом это и действует, деятельность вот эта развивается. Так, друзья, всем большое спасибо.
Ну погоди, Комп-то точно, ну погоди, да-да-да, ну погоди. Волк, нет, подожди, ну погоди, это такое. Там, ну погоди, электроника. Волк ловит яйца. Вот это нормальное народное название, понимаете? Вова ловит яйца. Всем большое спасибо, друзья, за то, что побывали, пошумели. Все-таки хочется надеяться, что все будет, правда, хорошо. Куда бы ты ни шел, да? В завершение я хотел бы попросить вас, я понимаю, что сейчас будет очень тяжело это сделать, очень тяжело. Вот всех, вне зависимости откуда, и по игре в города вы смотрите, сделать над собой усилие. Важно. Быть чуть-чуть добрее. Это очень важно. Вот я хочу об этом попросить. Потому что времена начинаются жаркие, эмоциональные, будут растягивать и разыгрывать, и лететь, играть на горе, на трагедии, на обмане, на очень серьезно. И понятно, что кто-то будет реагировать, кто-то будет с цинизмом, кто-то будет с обидой, кто-то будет со злостью, кто-то с гневом. Но для всех этих состояний, которые пытаются добиться и будут пытаться добиться вот эти как бы тысячи голов, я все-таки, у меня есть только один совет. Вот усилие, только вот видите этот весь бред, чуть-чуть добрее. Вот прям немножко так, оп, напряглись, добрее. Не получится. Добрым не получится, но добрее получится. Поэтому добра и света всем.